Вассапский, мне нужен контент. А поподробнее? Но мне часто нечего делать, а также я не всегда успеваю на твои стримы, поэтому мне нужно больше контента. Ну, это стоит денег, брух. Скильки? 100 рублей. Ты сейчас серьезно? Да, ведь именно за 100 рублей можно приобрести подписку в нашем бусте, где собран архив записей просмотра фильмов, сериалов и аниме. И этого архива там на целые терабайты, при этом каждое утро в 9 часов по МСК выходит что-то новенькое, поэтому времени поскучать там совсем не будет. Также на бусте будут в раннем доступе выходить новые выпуски рубрики Stay Alone, поэтому если хочешь быть в ряду первых зрителей, то бусти это для тебя. Но сладости на этом не заканчиваются, ведь подписку на бусти можно разделить на два, присоединив аккаунт на VK Play Live, где вам откроется бесконечное количество стримов. Таким образом, платите вы один раз, а потребляете контента в 2 раза больше. Поэтому не упусти такое выгодное предложение, переходи по ссылочке в описании, подписывайся на Бусти и смотри контент от Hardplay больше, чем прежде. Говорят, размеры вселенной не так велики, как количество контента на Бусти. Другой Викой. Ну все, конец. Ой! Что-то я сейчас Жизнь выпал может быть вообще. такой. А, ну да. Она... Чего? Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Hardplay с возвращением нарезок, с возвращением фан-стримов и с возвращением меня на YouTube. Нарезки выходить будут, как всегда, стабильно. Скорее всего, день через день или день через два. Не знаю, там, смотря в зависимости от контента. На фан-стримы приглашаю вас, как и раньше, каждое воскресенье, начиная со следующей недели, то есть это с 22 февраля, будут фан-стримы каждое воскресенье в 20:00. Спасибо вам за лайк. Сейчас у нас канал находится в теневом бане, потому что я давно так плотненько ничего не выкладывал, не стримил. Если вам, конечно, не сложно, можно влепить лайк и нажать кнопочку поделиться, да, в соцсетях. Буду очень благодарен. Ну и у нас вот здесь вот на фоне тут вот 3 айфончика стоят 17-х, вот их 3 штучки, вы просто не видите. Вот, и мы их сегодня тоже разыграем, да, вот если бы ты на стриме был, то мог бы тоже принять участие. Ну, не забывай, на самом деле, вот здесь вся информация в телеграм-канале Hard Insight, я думаю, что еще что-нибудь сделаем на розыгрыш. Так что всем приятного просмотра. Мне кажется, давно плойки не разыгрывали или какие-нибудь поцы или еще что-нибудь. Почему бы и да? Так что как-то так. Все, полетели, ребята. Мама в 16, высокоинтеллектуальный, серьезный контент, практически научный. Значит, 4 сезон, 6 выпуск. Виктория, Люберцы. Ох уж эти Люберцы, а. Ну, поехали. Каналу, кстати, Мама в 16. Всем большой привет. Можно выключать. Все понятно. Тут вообще, знаете, вот с первой вот этой вот ноты просто вот не успел вот в эти вот глазоньки посмотреть, а они как у лосика, понимаешь? Вот ты едешь, да, по трассе, по платочке куда-нибудь в сторону Питера, и вот он стоит и думает, выбежать на дорогу или нет, знаешь, такой, вот так вот он стоит, на него фура едет, он думает, выйду под эту или под следующую. Вот примерно то же самое. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. О. Привет. Привет. Я Вика, мне 16 лет, я из города Люберцы, Сколько? Московской области. Я добрая, но прямолинейная. О. Всегда говорю правду в лицо, чем иногда пугаю людей и обижаю близких. Нормально, если я в этих джинсах пойду? Мне эти Нормально. джинсы никогда не нравились. Почему? У тебя нет. Ты нормально? Что такое говоришь? Ты спросила, я А тебе ничего тот ответила. Иди переоденься. Люди не привыкли слышать правду в лицо, никому это не нравится, конечно. Но А, она типа просто... Хозяюшки. А вы же мои хорошие, молодцы. Молодцы, вот это серьезно. из хороших качеств я довольно заботливая там, к своим родным, хорошо Молодцы. отношусь к людям, которые меня любят, помогаю им. До 7 класса ежедневно 2 рыжих кота, это комбо. Это просто супер комбо-сет. Как вы это делаете? Мне срочно в дом, когда я его дострою, нужен рыжий кот. Вот желательно вот такой. жила с папой Барс. на Донбассе. Его зовут Сергей Александрович, ему 46 лет. Он работает замывщиком на керамическом комбинате, получает 100 тысяч рублей. С папой у меня хорошие отношения. Мы ходили на всякие концерты, вместе вечером гуляли. Он меня брал гулять со своими друзьями. Но он много работал, и поэтому с папой у меня намного меньше воспоминаний, чем с бабушкой и с дедушкой. Мы жили в частном доме с папиными родителями. Бабушке Валентине Ивановне 67 лет.
До пенсии она работала кондитером. Дедушке Александру Сергеевичу 70. Он тоже на пенсии, шутя. занимается пчеловодством. О! Меня хозяйственными вопросами никогда не напрягали, баловали, покупали все, что я хотела. У меня даже был личный бассейн. Все мое детство так они готовлю. провели со мной. Особенно бабушка, она мне заменила маму, которой у меня никогда не было. Мою маму зовут Наталья Викторовна, ей О! 46. Она повар в лицее, зарабатывает 80 тысяч. Знаете, вот повара в школе, вот когда мы учились, я помню, я говорю, бывает вот тот момент, когда вот, знаешь, вот сейчас дети, да, вот многие жалуются, вот, я говорю, ну что, как кормят-то, вкусно в школе? Ну, такое, ну так, что-то там не то. Пришел в школу посмотреть, у меня такое ощущение, я как на банкет праздничный попал. Я говорю, а что здесь происходит? Он говорит, а это, как говорится, каждый день у нас нормально вот так. И я вспоминаю, помните компот этот, кто моего возраста? Или кто постарше, а? Компотик, помните? Смотришь, короче, стоит такой огромный чан, вот где вот выдают, да, все вот это вот. Огромный чан такой на фоне сзади стоит, и в нем, короче, тряпки моют. А уборщица прошла, раз, короче, тряпки помыла, туда взяли вот так вот, 2 горсти сухофруктов, короче, кинули. Вот так вот раз, что-то там помешали, короче, вскипятили, говорят, о, компот, нормально. И, как говорится, да, и нормально все пили, и все живы, все здоровы, да, то есть там воды, я сколько, я не знаю, там 1 порция компота и 100 литров воды, или как, и суп, мясной суп. Из 5, да, этих, да. Смотришь, а я говорю, а мясо вообще где? А как где? У повара дома. У повара дома. Подожди, ну вкус есть? Это надо было называть суп со вкусом мяса, например, да, вот. Или каша. Каша космическая мы, допустим, всегда называли. Почему? Объясняю. Приходишь, ее прям вот перед вами накладывают, ты берешь так тут, короче, тарелку вот так вот прям переворачиваешь, и она висит. Каша висит, ее только положили. Она висит, ты вот так вот ее ровно, вот так вот тарелку перевернула, а она висит, понимаешь? То есть каша, она, я не знаю, она, может, у нее законы гравитации не действуют. И самое смешное, что ее положили 10 минут назад, она все равно висит. Если ты даже вот так вот дрыгаешь, она тоже висит. Как это работает? А сейчас, ну, нам там дали вот одно, дали второе, круассан дали. Я говорю, да? Круассан? Когда мне И было недовольные сидят. Сегодня какой-то не такой он. 5 лет, она Булка! Булка! Знаешь, с чем? С сахаром. В лучшем случае. Вот это да. Вот это было такое. Взял вот так вот. Эти, в виде сердечка, да. Да, вот так вот взяли, сахарку сверху посыпали. И нормально булочки шли, между прочим. И они всегда были такие, а не эти ваши круассаны, да. В школе, говорит, круассан нам дали. Кого? развелась с папой и вместе с моей старшей сестрой Лерой уехала в Москву за лучшей понятно. жизнью. За лучшей жизнью в Москву. Уже одевать вас некуда. Уже все уже. Куда вы все туда претесь-то, я не пойму. Вот с говяжьими глазами. Это в эту, уже не то, что не резиновые, уже все, битком забито. Едешь ночью уже по Москве, едешь уже все, уже везде народ. Такое ощущение, вообще никогда не спят никто. Туда, потому что у меня Поехал на встречу в субботу. Пробка в час ночи. Я говорю, как вы это делаете? Куда вы все едете? Ладно я, а вы куда? были очень плохие отношения. А потом вот это начинается. Вы к нам в Москву? Я когда служил, у нас были москвичи такие. Вы к нам в Москву претесь, из-за вас пробки с утра в сторону Москвы не протолкнуться. Я говорю, правда? Да! Я говорю, а летом? Начиная с того момента, как чуть-чуть спал снег. Когда пятница, Химки и в сторону Подмосковья. Я говорю, какие номера стоят в пробках? Одни и те же, правильно. Московские, потому что все дачу-то надо купить где? Правильно. Где-нибудь за Вышним Волочком, чтобы простоять 5 часов в пробках, выехать в пятницу, приехать в субботу, понимаешь, вернуться туда, приехать, попить пивка и в воскресенье рано с утра выехать. Знаешь почему? Правильно, потому что вся эта кавалькада едет назад в Москву, домой. Да, и лучше в эти моменты вообще на дороге не выезжать. Там люди теряются, там как Бермудский треугольник в Химках. Он сужается, как очко бутылочное, вот до таких вот размеров. Все, там можно просто машину оставил, ключом ее закрыл и ушел. Ничего не изменится. В принципе, ничего. Так же все и будет стоять. То есть вот стабильно просто. Вот есть пробки, знаете, красный, есть бордовый на навигаторе, а есть прям просто написано Химки. Просто Химки. Все, там
другого нет, там черным, понимаешь, там телефон просто, он кипеть начинает, потому что там, ну, невозможно столько машин в одно место уместить. С Викиным папой. Он поднимал руку на меня. Вику ну, не забрала, потому что слушай, не да. было у меня ее возможности привезти, где-то ее прописать. Работала на Вот рынке, моржик кота. жила Ну, что в за тайминги? общежитии. Очень сильно, конечно, переживала. По сути, она в моей жизни не участвовала. Ну да. Она приезжала, конечно. А бутерброды ты чьи ешь? Чьи бутербродики только что на наших голубых экранах мы увидели? Ну, чьи? Чьи, подруженька? Батончик хлеба и колбаска. Она сама себя нарезала, да? Ну понятно. Конечно, но это было не часто, это максимум там Да, и что-то мне подсказывает, что вот одежда на ней тоже, наверное, вряд ли она сама на нее заработала. раз в год, там 16 раз в лет. 2 года, вот так. Я ей звонила, говорила: мама, пожалуйста, приезжай, я по тебе Кимки. скучаю, но это когда маленькая была. Потом я смирилась, я уже не звонила ей. Ну, я Мама понимаю. забрала сестру, потому Рукой что ей махнула, было и всё. 16 лет. Она уже сама могла подрабатывать и не быть обузой. Но мне, маленькой, это было тяжело понять. Поэтому я ужасно злилась и обижалась на маму. Я даже не могла ее мамой называть. Я смотрела на других детей, как мамы забирали их в садик. Самое, знаете, что смешное? То, что я вот так задумался. Название. Недавно поехал на соревнования к малым. Короче, проезжаю город. Мытище. Потом смотришь этот, как же он называется, город-то еще. Да нет, не Подольск. Я сейчас вспомню, сейчас скажу, Там если вспомню. провожали, когда мамы не было у меня. Не, какой-то Плюс, прям есть. Все девочки, как и Тоже девочки, название я ходила такое типа, прям. в шортах, в штанах. У меня первая юбка появилась в 13 лет. И меня даже обзывали пацанкой, ну, потому что меня папа растил. Когда мне исполнилось сколько надо 9 юбки лет, одевать? у бабушки случился инсульт. Ее парализовало. Все домашние дела легли на меня. Мне пришлось рано учиться готовить. Почему вот многие удивляются, то, что там я в свои годы почти все умею готовить. От выпечки там, да я не знаю. Потому что я рано повзрослела. Из-за проблем переходный возраст я проживала трудно. Мне не хватало внимания и заботы. В 7 Что такого готовить, то что? классе меня даже поставили на учет в ПДН. И она не приходила домой. Говорила, пошла к подружке и пропадала на 10 дней. Могло быть и Чего? В смысле? 10 дней про нее никто не вспоминал? Ты сейчас серьезно? 10 дней просто она могла, говорит, куда-то уйти к подружке? больше. Поэтому, когда ее нашла полиция, ее забрали в приемник. Как когда она вышла, она ни с кем не общалась. Ни со мной, ни с папой. Потому что нас считала она предателями. После истории с полицией я испугалась, Что-то что я моя щас жизнь выпал может вообще. быть такой всегда. Просто на В 10 дней соцсетях я пропал. смотрела на свою сестру, которая так классно устроилась в Москве. И мне хотелось так же. Я пришла... И мы в свое время. Помнишь, да? Так, во сколько ты домой с гуляния придешь? Ну, в 22, там, ну, после 22. В 22:00, чтобы был дома. Идешь, а на часах 22:05. И ты понимаешь, что, в принципе, наверное, седые волосы, вот они в эти моменты вот уже первые появлялись в 16, там, в 15 лет. Потому что ты понимаешь, что, в принципе, твоя веселая жизнь, она закончилась. Все, понимаешь? В 22:01 все, конец. Все, если ты не появился, ты все, ты будешь, я не знаю, ты пройдешь все круги ада просто. Сразу там ремень на ручке уже такой, знаешь, офицерский, хороший висит, такой добротный. Да, зато нормально, зато ответственные были. Да, потому что жопа в среднем где-то недели полторы помнила. Такое напоминание, да, было. Папе Да. я сказала то, что мне нужно что-то исправлять в своей жизни. Я поняла то, что мне нужно что-то большее. Я хочу где-то учиться, я хочу развиваться и переехать и начать все сначала. Папа поддержал меня. Он созвонился с мамой. Развиваться? И они решили, что, закончив учебный год, я перееду к ней, чтобы готовиться к поступлению сказала, в хороший развиваться колледж и бросить прошлую Могу ее жизнь. познакомить. На тот момент мама уже 10 лет была замужем за своим вторым супругом, Николаем Сергеевичем. Он тоже повар, зарабатывает О. 80 тысяч. Ему 52 года. Живут они в Люберцах Московской области. Когда я к ней ехала, я надеялась на то, что у меня будет какой-то типа пример семьи, которого у меня никогда не было. Ну, как принято, там мама, папа, 2 родителя. Но такого не было. Он говорил то, что я там типа свинья, ничего за собой не убираю. То, что я он говорил. А что, убрать за собой сложно? Много чего мне говорил. С Николаем у нее отношения плохие сложились, потому что она начала делать ему назло. Она вообще очень хорошая девочка, но со своим упрямством. Я ее толком не могу понять. Если по-хорошему, она все равно будет. Вот эта тема, вот эта вот зумерская. Как же ты так? Ты ругаешься на ребенка? Кто же мне это липанул? Нельзя даже, говорит, грубо оскорбить ребенка, потому что у него травма будет. Травма у него будет. Ой, какая ж это все хуйня.
Травма будет, если ты домой опоздаешь на 1 минуту. Вот это будет травма. Так что, да, все слишком Она не нежные. считается ни с кем. Как ни старалась мама нас помирить, мы скандалили каждый день. Он меня выгнал, он меня Я себе представляю просто, я бы скандалил с папой со своим, да, просто скандалил. Да. Скандалил с родителями вообще, или на мать бы голос поднял. Я просто себе представляю эту картину. Это все круги ада сразу можно было пройти, все сразу, моментально. Просто, нас, понимаешь, нашего поколения даже в голове этого не было, чтобы со старшими, тем более с родителями, попытаться скандалить, да. Угу. поставил перед фактом, сказал, чтобы через какой-то вот срок я типа ноги здесь не было. Во. В этом доме. Тогда мама сняла для меня квартиру рядом с их домом за 25 тысяч в месяц. На еду и расходы мне пришлось зарабатывать самой. Я Ой, так. А вот с этого момента начинается интересно. Так. работала в модельном агентстве администратором, курьером я работала. У мамы помощником в лицее. Вот это там столы протирать. Работала еще официанткой. Единственная работа, которая мне нравилась, это когда я в модельном агентстве работала. Все, мне больше ничего не Сидеть, нравилось. ничего не делать, пальцем в этом ковыряться. За время своих подработок я Столько поняла, лет она что там больше встретила. никогда не хочу раздавать листовки на морозе и убирать тарелки в столовках. Ох уж раздавать листовки, ну прям чувствуется мороз, без шапочки стоит. И я в минус 32 на заправке. Просто в ночь стоишь, люди тебе чай выносят, понимаешь? Чай просто ты вот взял, и чай, понимаешь, тебе просто вот так вот выносят, потому что ты стоишь, ты не разговариваешь. Они как бы проверяют, понимаешь? Проверяют, ты вообще живой? Нет, ты просто стоишь, когда молчишь, у тебя кровь, она, понимаешь, густеет, потому что ты вот так вот стоишь ночь всю, вот этими вот такими вот руками на 8 перчаток, эти машинки заправляешь, да. Вот, пожалуйста. Я мечтаю об этой жизни, поэтому мне нужен свой бизнес. Для этого я поступила в Так, бизнес. Московский колледж на ресторатора. Вообще я мечтаю о том, что я смогу нормально зарабатывать, что у меня будет своя карьера в той степени, которая мне нравится. От студенческой жизни я кайфовала. В колледже познакомилась со своей лучшей подругой Викой. Ну все, конец. Лучшая подруга. Погнали. Надо обязательно что-нибудь обсудить. Мы вместе тусили, делали домашки и готовили торты по рецептам из соцсетей. Я совершенно не пила, бросила курить, вышла на хорошие оценки. Что? Я, говорит, вышла из рехаба. В принципе, меня прокапали 8-й раз. Я бросил пить, курить, употреблять запрещенные вещества, и все это, говорит, в 16 лет. Ох уж эти родители. Да, пойду по скандалю. Мы очень все радовались, то, что и ей нравилось, и то, что она действительно займется чем-то, может, ее жизнь изменится, и что у нее будет все хорошо. Я планировала стать ресторатором, открыть кафе где-нибудь у моря и угощать посетителей фирменными тортами. Но теперь мне есть кого баловать сладким, ведь я встретила его. Его. Сережа. Вкусно. Я думал, повкуснее будешь ты. Непривычно, что меня засыпают комплименты. Привыкай. Моего парня зовут Антон. Антон, ну это Ему 21 плюс-минус, год. я понял. Он разнорабочий, получает около 120 тысяч в месяц. Антон добрый, заботливый, зацепил тем, что он пытался Успешный как-то меня бизнесмен. добиться. Однажды на Антох, выходных мы нормально. с Ритой гуляли в Москве и Так. сели перекусить в кафе. Антон был там же со своим другом. Ребята подошли к нам познакомиться. Начали диалог с другом, то есть посмотрели на девчонок, и он такой говорит: Антоха, слабо познакомиться. Рискнул. И перед другом не опозорился, и с Ну, брат, здесь, конечно, дело вкуса, но... девчонкой красиво познакомился. Антон и его друг Саша – вахтовики из Пермского края, города Губахи. Большой город. Да, прикольно. У нас одни 9-этажки, 5-этажки, выше ты не найдешь. Не скучно тебе там было? Ну, там не соскучишься. Там люди 24/7 работают. Заработать и жить спокойно, Ты адекватно. тоже Ну. работал? Считай, с 13 лет. Ну, не моего уровня. Уважаемо. мальчик. Антон вырос с мамой, Натальей Николаевной. Ей 60 лет. Она работает техничкой в администрации города Губахи. Получает 40 тысяч. И со старшей сестрой. Но она давно живет в другом городе. Отца Антон потерял в раннем возрасте. Когда мне было еще 4 года, он скончался. Пил очень сильно. Вот, не За бухайте, пьянки пацаны. продавал имущество. Ну, много моментов. После 9 класса Антон поступил в химико-технологический колледж, но бросил учебу на первом курсе, И правильно, потому зачем что она надо нужна? было зарабатывать на жизнь. Детство было тяжелое, в долгах. У нас семья была 13 лет, и у меня была
Моя первая работа грузчиком на магазине стройматериалов. Зарабатывал мало, но хотя бы какая-то помощь, поддержка для матери. Никакой работы, как говорится, не стеснялся. И мне, конечно, помогал. И себе оставлял. Но Уважуха. чтобы он себе оставил, он всегда Реально спрашивал. уважение. Можно? Работы вообще, я считаю, зашкварной нет. Главное, что как-то это, ну, может там, да, учиться и работать не вариант, но, не знаю, на заочку мог бы, да, поступить. Так как зарплаты в Губахе небольшие, Антон нашел вахтовую работу в Москве. Мне не хотелось встречаться с парнем, который работает то грузчиком, то ремонтником, еще и наездами. Но Антон оказался настойчивым, дарил подарки, планировал будущее. Отцепила его определенность, то, что Чего? он сразу мне сказал: я не хочу, чтобы ты работала, я буду тебя содержать, вот я буду тебе давать деньги на твои хотелки. Какое-то у него уже более взрослое мышление. Какое взрослое мышление? Зачем это говорить? Ты не будешь работать, я буду тебя содержать, я буду тебе давать на хотелки. А потом бац, и что? Правильно. Я хочу, и начинаем мы им теперь гнать, да, на девчонок. А почему ты с меня требуешь? Ну, потому что ты с самого начала сказал, там, ничего не делай, сиди на жопе ровно. Что это за бред? Не было, чем у моих сверстников. Почему вообще, как можно дома целыми днями сидеть? День-два посидишь, мне скучно становится. Ну, пошел там, я не знаю, убрался, что-нибудь поделал. Куда ты пошел там, я не знаю, ну, скучно просто так сидеть, деградировать. Постоянно что-то, вот я такой человек, я постоянно что-то делаю. Туда-сюда, что-то новое узнаю, там, куда-то поехал, приехал. Матери помог, поехал. Что это Когда мы такое? с ней знакомились, она мне представилась, что ей лет 20 было. Я повелся. Думал, что я создаю свою семью и не влюбился. Каждые 2 недели Антон приезжал из Губахи в Москву. Из-за редких встреч я не верила, что у нас получится что-то серьезное. У меня были и другие ухажеры. Прикольно, да? Да, это вообще с бубончиком. Беленькая, это ты. А сильно зиму Чем? здоровье, а это я. Нет, наверное, с бубоном тоже должен быть. Почему я с бомбонами? В смысле, ну ты видишь, тут парочка с бубончиками, это мы, короче. У меня есть вопрос. У меня есть самый важный вопрос вообще просто... Он меня терзает просто всегда. Объясните мне, вот туда деваются утки зимой. Говорит, что улетают, нет. Они еле ходят. Их люди хлебом накармливают так на прудиках, что они просто им даже впадло куда-то уходить. Мне кажется, их просто можно подойти руками взять. Они не летают. Они просто сидят, стоят на дерево оперевшись. Куда они, правда, куда деваются? Куда они? Куда вот тут все замерзает? Куда? Гнездятся? Куда гнездятся? Какие рестораны? Берлогируют. Надо мне еще раз аналитику YouTube посмотреть. Вам точно всем до 18? Точнее, после 18. Оговорка по Фрейду. У нас просто возраст средний 25+ на канале. Я вот думаю, точно все нормально? Тонут? В очередной раз у Антона началась вахта в Москве, и я предложила ему пожить у меня. Он согласился. Бам! Наша первая близость случилась вечером. Мы сначала смотрели вместе фильм, потом я делала ему массаж, потом он мне делал массаж. Это было романтично. А потом уже в дальнейшем времени, когда мы завели отношения, она мне признается, что ей 16 лет, и она мне на стол ложит паспорт, а там 2008 год, и я просто вот с такими шарами сижу за столом, понять не могу, как мне дальше быть и что мне делать. Мы поговорили, я такой, ну а что, раз уже начали, смысл заднюю давать. Антон захотел познакомить меня со своей мамой. Мы созвонились. Разговор был короткий и неприятный. Она сразу сказала, что против переезда сына ко мне из-за моего возраста. И вообще, надо прекращать вахты, дома ему будет лучше. Конечно, сразу поняла, что это не мой человек абсолютно. Она мне сразу не понравилась, то, что к ней прям Не мой негатив был. человечек. Раз я познакомилась с мамой Антона, то ему тоже пришлось встретиться с моей. Правда, произошло это без предупреждения. У мамы были ключи от нашей квартиры. С первого взгляда он мне понравился. Мне очень нравятся простые парни. Вот он простой, добродушный такой. А самое больше мне понравилось, что он сказал: тетя Наташа, вы не переживайте, пока Вика со мной, ничего плохого с ней не случится. Хоть мама Очень постоянно сомнительно. говорила мне о предохранении, мы на это забили. Я уверена, что не Правильно. могу забеременеть. У меня нерегулярный цикл из-за кисты яичника. Я следила за этим, но все равно я делала тесты, они показывали одну полоску. Предохраняться мы не стали по одной большой причине, потому что мне это не нравится, мне с этим неприятно. Через месяц совместной жизни у меня случилась очередная задержка. И тест показал 2 бледные полоски. Мы с Антоном испугались и сходили на УЗИ. Оказалось, что результат теста ошибочный, и я не беременна. После того случая мы начали ссориться. У меня на тот момент были друзья, мальчики, и он меня ревновал к другу, к моему лучшему. Мы начали ругаться на основе ревности. Чат, вы случай недавний помните на ВК?
Короче, очень коротко. На тему друга. Заходит чувак, кидает донат. Отправляет долгий такой длинный донат. Говорит: Лех, скажи, не знаю, как быть. Короче, с девочкой живем вместе. Вот, говорит, только поженились. Но есть, говорит, нюанс. У меня есть друг. Я такой, типа, знаешь, первый донат приходит, я такой, ну, друг есть, и есть, может, там все вместе общаются, может, еще что-то. И, короче, она, говорит, с ним ходит, ну, вот, гуляет, общаются. Они, говорит, с детства, как бы, ну, знакомы. Ну, в этом же нет ничего такого. Я говорю, конечно, ну, в принципе, а что в этом такого? Я говорю, а тебя с собой она не берет? Никогда? Нет, ну, просто вот у них свой вайб там. Я говорю, вайб? Я говорю, так. Нет, он говорит, нормальный, порядочный парень. Я говорю, так, да. Он говорит, как ты думаешь, как же он сказал? Типа, у них какая-то туса намечается, говорит. И вот, ну, он говорит, как бы ее пригласил, как свою старую подругу на день рождения с ночевкой. А я сижу, понимаешь, я такой, так, я говорю, а тебя, ну, вы же все-таки муж-жена, я говорю, может быть, как-то, ну, там, не, ну, а что такого, что я там мешать буду? Я говорю, так, я считаю, ее надо отпустить. Я говорю, ну, я говорю, твое решение, твое мнение. Заканчивается, знаешь, чем история? Он говорит, Лех, мы, короче, говорит, разошлись. Она, говорит, последние 2 года с этим другом... Есть, говорит, еще один прикол, говорит, ребенок тоже не мой, как бы. Я говорю, слушай, брат, я говорю, я даже не знаю, что тебе сказать. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, то, что, ну, так принято, наверное, не просто так. Я говорю, что, наверное, когда вот, ну, есть вот, да, пара, ну, наверное, они могут вместе все делать, да, то есть, ну, как бы, там, знакомиться, общаться, там, еще что-то. Потому что она есть пара. Я говорю, да, может быть, я говорю, как-то вот с ночевкой не надо, говорю, свою женщину отпускать, там, где употребляют алкоголь, гуляют, там, со старые друзья какие-то, его друзья, подруги какие-то непонятные. Я говорю, ну, может быть, можно вместе туда сходить и как бы также отдохнуть, нет? Ну, Это была, не с тот кем-то вайб, была, да. почему тебя не было. А потом... Постоянно мой телефон проверял. У меня, в принципе, с доверием с девушками очень плохо. Сталкивался неоднократно. Леха, а как ты думаешь, не бывает дружбы между парнем и девушкой? Обязательно любовь? Запомни, сын мой, святые слова. Можешь сделать даже клип. Когда меня спрашивают, есть ли дружба между парнем и девушкой или любовь, нет, сынок. Любовь — это слово для меня абсолютно непонятное. Есть привязанность, есть уважение друг к другу, в результате чего возникают отношения. Да, любовь — это для... Ну да, это. А вот то, что всегда в паре, когда дружат, один другому всегда хочет это, я вам... Ну, гарантирую, что это вот... Я правда, я не встречал людей, которые просто... Вот они как бы вот просто общаются. И вот, знаешь, вот как будто бы вот они просто, ну вот они... Просто вот как бы вот они вот общаются. То есть всегда один к другому испытывает либо влечение, да, определенное, либо как бы... Да, либо вечная френд-зона, но все равно это ничего не меняет. Поэтому, о боже, окститесь, друзья мои. С изменами. На тот момент как раз-таки последние мои отношения были в армии. К сожалению, девушка меня с армии не дождалась. И я очень ревнивый человек. Я собственник, будем так это называть. Ей это не нравилось. И в один день прекрасно я просто психанул, развернулся и вышел. Не, правду, конечно же, не скажет. Как. Расставание я проживала тяжело. О! Ты контейнер сразу возьми, есть такие коробки продаются, прям коробка можно заказать в Метро или там где там эти здоровые прям эти оптом. Можно прямо оттуда, в принципе, прям голову туда окунаешь и оттуда прям лакаешь, как из корыта. Кидала стресс, пропускала занятия в колледже, не находила в себе сил работать. Солнышки мои, когда вы начинаете заедать стресс, когда вы не находите себе места и сил пойти в колледж, значит, что вы совсем в край оборзели. Да, потому что вы ищете миллион причин, чтобы только ничего не делать, да, заедать стресс, и у меня вот это, знаешь, у меня стресс, да, стресс. Все время Когда денежки закончатся, то стресс прекратится, да, и пойдешь с утра это, да. только лежала и плакала. Вот, лежала Тогда и я плакала. осознала, что Нужно позвонить подруге, обязательно набрать подруге, обсудить, она даст самый лучший совет, люблю Антона что все мужики кто? Правильно, сволочи. и не могу без него. Мне было очень сильно плохо, Очень скучала, писала ему, типа, где ты, чё ты, 500 куда ты смс. уехал, давай, типа, начнем все сначала, давай помиримся. О, Антон пошла. не отвечал на мои сообщения. Из-за прогулов я потеряла работу. Мамины деньги на квартиру спустила на еду, и мне нечем платить за аренду. Я Поехали. уверена, что Алло, Антон мама, меня любит, я поэтому еду решила домой. удалить все номера ухажеров и переехать к нему в общагу. День, surprise, motherfuckers.
Я в шоке, то, что она приехала. Я не знаю, как мне реагировать на это, в принципе. Я думала, он обрадуется моему сюрпризу. Очень сильно и мы обрадуется. помиримся. Но Антон сказал, что у него уже другая девушка, и отношений у нас не получится. Просто последний мне такой мужчина рядом не нужен. Типа, до свидания, я была настроена на то, что все. У меня больше никого не будет, я буду одна. Да. Но Антону придется 8 расстаться кошек. с его новой девушкой, ведь я жду ребенка. Поехали. Давай. Пошла В тема. Люберцах я временно поселилась у сестры. Ей 29, она купила в ипотеку квартиру, работает помощником. А как сестра-то, наверное, рада. Как она рада. Ой, 100%. Я радость на ее лице отсюда вижу, что все рады, что пришел еще один голодный рот, который лежит, плачет и ничего не делает. Обожаю, обожаю истерики. Да, поехали. Руководителя фармацевтической компании с зарплатой 100 тысяч в месяц. Живет со своей 10-летней дочкой Кирой. С отцом ребенка они расстались. Лера заставляет меня присматривать за племянницей, что меня раздражает. Заставляет присматривать за племянницей. Да, пришла к ним в хату, ничего опять хотела не делать. Ей сказали, посиди с ребенком, посмотри, пожалуйста, пока я работаю, если ты ничего не делаешь. Я пошла к сестре, потому что мне некому было больше идти. Мама Ужас, жила с ужас. отчимом, с Абьюзер которым у меня сестра. были постоянно Да. вот эти проблемы. Абьюзер. Плюс у нее двухкомнатная квартира. У нас с Викой в основном происходит общение тогда, когда Вике нужно решить какую-нибудь задачу, помочь. Я не могу ей отказать, так как она моя сестра, и я ее люблю. Наверное, хотелось бы других более отношений. Через 2 недели у меня заболел живот. Опять сбился цикл. Думаю, Поехали. это все от нервов, но на всякий случай решила сделать тест. Я позвонила своему другу Сашке Так. и попросила поддержать меня. Он надежный парень, мы из одного колледжа. Я обычно с Антоном это делаю. Я одна боюсь, в общем. Саша, не тот, кто, как говорится, да, и молодец, а тот, кто воспитал, Саня. Понимаешь? Ты со мной согласен, говорит? Поэтому я тебя позвала. Что мне тебе стакан подержать, я не пойму. Просто посиди со мной, пожалуйста, пока я его сделаю. давай, иди. Мне очень Нормально страшно. будем надеяться на это. Кабинка туалета в кафе тесная. Постоянно Посиди со мной, пока я сделаю тест. кто-то стучит и дергает ручку. Я вся как на иголках. Еле высидела эти 5 минут. В итоге вижу 2 полоски. Я не могу поверить, что у меня 2 полоски. Мне кажется, что это полный бред какой-то. Саша, Ну, поздравляю, скорее всего, ты это из-за отец. яичников. Доигралась. Я не знаю, что делать. В любом случае нужно сдавать эти анализы, делать УЗИ. Ну, надо, да. Саша, Нужно здравый есть, что парень, это что ли, я не какая-то пойму? ошибка. Антон, ошибка была твоя когда-то. Боль внизу живота не проходит. Ощущения такие же, как в тот раз, когда тоже был положительный тест. Поэтому я попросила маму сводить меня Ой, к врачу. Санечка, ты ювелир. Тихо. Срок плода составляет 13 недель. Я в шоке. Вы специально это сделали или что? Нет, не специально. Предлагаю вам сразу сделать первый скрининг. Для сердечка вашего Боже, а что ребеночка. сердечко бьется? А как оно должно, я не пойму, не биться, что ли? Ты, женщина, ты что несешь-то? Сердечко хорошее, ручки, ножки на месте, позвоночник целый. 13 недель. Недель? Как? Недель? 13 недель? Это сколько? Я не пойму, 3 месяца, что ли? Что? Подожди, месяц 4 недели? 3 месяца срок? Она только сейчас схватилась, говорит, и сердечко, говорит, бьется. Вы что, там конченые, что ли? Вика, ну как так можно? Вообще не понимаю. Ну как, ну он просто взял и, так скажем, своего Джеки Чана полувялого загнал ей, и все. Конец. А что мне теперь делать с этим? А что делать? Муравью приделать, на 3-ю работу идти, потому что она работать не хочет. У нее сейчас начнется, сейчас, не интоксикация, а как же токсикоз, да, ой, у меня токсикоз. Принеси мне фуагра. А я даже не знаю, что такое фуагра, где его родить в 4 часа утра. Не принес фуагра, значит не любишь. До свидания. Мама, успокойся, пожалуйста. Ау. Вы сможете распечатать нам? Конечно, На фотографии, конечно, да. 5 на Что 5. мне вообще делать с этим? Я к этому не готов. Кто отец ребенка-то? Антон. Ну а теперь что делать? Ты Саша. сейчас живешь у сестры. Это ж не вариант. Ну что делать? Коля меня, думаю, навряд ли пустит. Так Больше дело не мне никого- пойдет. Давай ты возвращаешься домой, что-нибудь мы придумаем. Ладно, хорошо. Никому не Поехали. посоветую такое пережить. Сделать ты ничего не можешь, и у тебя несовершеннолетняя дочь, еще плюс
будет маленький ребеночек, которого надо будет на ноги поднимать. Мы поехали домой к Лере, рассказали ей, что я жду ребенка, и забрали мои вещи. Думаю, сестра рада от меня избавиться. Сестра когда-нибудь улыбается, у нее эмоции меняются. У меня такое ощущение, что сестра, я не знаю, как на Марс слетала, она увидела, просто открыла все тайны этой вселенной. У нее просто лицо вообще просто, оно, я не знаю, я бы с ума сошел, если вот целый день видеть вот такое лицо. Это можно просто чокнуться. Интересно, она комедию также смотрит, сидит? Я просто понимаю, что... По сестре прям вижу, что она безумно рада всем. Она сейчас взяла квартиру в ипотеку, чтобы вот эту вот блевотину эту слушать. все вытекающие последствия лягут на плечи наши с мамой. Вика достаточно не самостоятельный человек, вплоть до того, что я не знаю, что в голову ей придет и что будет с ребенком. Придя домой к маме, нам в первую У нее очередь ипотека. приходится рассказать Николаю о моей беременности. И что дальше будете делать? Николай, знаю. Николай, Куда Николай. Надо Голос, что-то с этим делать. голос из-за холодильника. Вот он. Вот он, мой родной. Вот он. Носочков не хватает здесь, конечно, ладно. Что делать? Поздно реветь, раньше надо было. Ну, мы как-нибудь поможем. В общем, расклад такой. Месяц срока вам даю, ищи своего Антона или папашу, там, любого другого себе выбирай. Чтобы через месяц тебя тут не было, понятно? Нам тут Сего, хорошего. Вот. не нужны детские крики по ночам. Да ну вообще, это вообще нормально, это неадекватно, я считаю. Пахан чисто. Пап, у нас для тебя есть новость с мамой. Лучше сядь. Один не подкинулся, второму названивают. Алло, пап, у меня новость есть. Звучит как-то не очень. Говори. Надеюсь, ты не будешь на меня ругаться, я беременна. И мама Пип. смотрел. Во все глаза смотрела. Она что, кого-нибудь слушает? Я ж ее на поводок не посажу. Доченька, скажи, а у твоего ребенка папа есть? Нет, мы с Антоном расстались, у него другая девушка, и мы с ним не общаемся. Ну, я думаю, нужно ему сообщить. Я думал, как отец должен знать, что будет ребенок. Как бы там тяжело не было, мы с мамой живы. Будем потихоньку помалу. Спасибо, пап, большое за поддержку. Я думала, будет намного хуже, но я очень Видно, рада, что что счастлив. получилось именно так. Мне теперь уже немножко поспокойнее. Папа прав, надо сообщить Антону. Даже если мы не будем вместе, он должен нести ответственность за ребенка и помогать Антон мне. разбитое Он совершенно не сердечко, отвечает на мои видели? звонки, сбрасывает трубки. Я звонила ему с другого номера. Он вообще слышит мой голос. До свидания. Он поступает как просто последнее. Кто? Жить у мамы и отчима мне неприятно. Николай вечно недоволен моим присутствием, а мама каждый день находит к чему придраться. А сидит целыми днями, просто себе эти когти себе пилит. А что не делает, нет? Вик, ты в магазин сходила? Я не успела, у меня дела были. Ногти свои успеваешь делать, а в магазин сходить тебе некогда. Только пришла с маникюра, опять сидишь, намазываешь что-то. Мне криво сделали, я подпиливаю. Котов покорми. Просто кот как на пороховой бочке живет. Он, наверное, ее когда увидел, понял, что в следующий раз он поест через года 2 с такой хозяйкой. Мила, Нет. Хочешь, доставку закажу? котам спасибо не надо. Доставку котам. Знаете, дорогие друзья, я хотел бы сказать следующее. Я знаю одного человека, он не какой-то человек с ограниченными возможностями, ну, как, по крайней мере, он говорит, который домой, не имея денег заплатить даже за квартиру или еще за что-то, заказывает постоянно мороженое и чокопайки. И вот я вот на эту девочку смотрю, я думаю, кого-то она мне напоминает. Да. У нас кролик тоже доставку привозит. Это другое. Это не считается. Ногти ее, просто они меня с Начинаешь, ума да, свели. всё заруинила. Она и так ничего не делала из-за ногтей, она вообще перестала что-то делать. В мессенджерах и соцсетях я увидела, что аватарка Антона пропала и сообщения не доставлены. Честно. Значит, он меня заблокировал. Саша? Я решила встретиться с его другом Сашей, чтобы он помог мне связаться с Антоном. Ты же с ним общаешься еще, правда? Конечно, общаюсь. Я до него дозвониться не могу, он меня заблокировал везде. Понятно, это у него же девушка, у него свои отношения. А ты лезешь. Я беременна от него. Чего? Откуда взялся ребенок? Вы же расстались. Ты думаешь, я это придумываю? Оно мне нафиг не надо. У тебя хоть какие-то доказательства-то есть хоть? Ну, конечно. я же Какие не ваши заходила. Что я доказательства? должен сделать? Что тебе надо от меня? Я хотела тебя попросить, чтобы ты как-нибудь ему сказал. Я бы хотела, чтобы он знал об этом. Я ничего тебе, конечно, не могу обещать, я передам ему. Я не знаю, как он будет отреагировать на это Что с сообщение. голосом? Я не знаю. Ты скажи, и там видно будет. Робот. Я все-таки надеюсь на какую-то Рептилоид. порядочность. То, что он все-таки возьмет трубку, перезвонит, ну и будет вести себя как человек, а не как...
Если я останусь с ребенком одна, мне придется работать. Сашка посоветовал крутые курсы, он все-таки возьмет трубку, перезвонит, ну и будет вести себя как человек, а не как... Если я останусь с ребенком одна, мне придется работать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто это сделал? Работать придется, да. Сашка посоветовал крутые курсы кондитерского Сашка кондитер. Ах ты искусства, мой которые хороший. он сам посещает. Окончу их и буду делать торты на заказ. Рефералочки. Но обучение там дорогое. У мамы с папой просить стыдно. Они и так дают мне деньги на жизнь. Я Так. решила обратиться за помощью к крестному. Его зовут Алло, говорит, да, солнышко, номер мой знаешь? Да, не звони. Алло, да, солнышко, да, проблемы, да, не пиши сюда больше. До свидания. Алексей Владимирович. Ему 39 лет. Он управляющий на мясокомбинате. Много зарабатывает. А я заметил. И я уверена, мне не откажет. А я заметил. Я жду ребенка. Вот, я не знаю. Подожди, чего? Я жду ребенка. Если честно, дар речи решился. Мама знает об этом? Мама, да, она узнала самое первое. Она в шоке, она плакала. Кто отец ребенка? Антон, кто еще? Так, ладно, что будешь делать дальше? Как карьера теперь? Моя целеустремленность никуда не Кто-кто? делась, и все-таки хочу Карьера? доучиться. Но дело в том, что я сейчас как бы беременная, и мне тяжело работать. У меня появилась идея просто пойти на курсы по кондитерке. После этих курсов Ну, я это смогу... нет, это хорошая идея. Там сейчас, кстати, те, кто занимается кондитеркой, они хорошо зарабатывают. Я у тебя хотела попросить денег, потому что сейчас такая ситуация, то, что мама мне не может ничем помочь. Деньги — это не особая проблема. Сколько они вообще стоят, эти твои курсы? 30 тысяч рублей. Без проблем. Спасибо, ты меня очень выручаешь. Это ерунда. Как ты себя чувствуешь-то? Так, в принципе, нормально. Живот еще не видно, вообще ничего не чувствую. Как будто не беременная, просто укачивает иногда, и все. Солнце, сейчас у меня там сзади колбаска, я просто как раз работаю. То, что ехал, держи, дорогая. Поехали. Спасибо большое. И вот тоже еще сосиски. Наташе тоже передашь. О! Лёх, ну ты как всегда с подгоном. Я очень благодарна Лёше, потому О! что эти курсы — это просто единственный Мужик. надежный какой-то заработок. В будущем Девочке в ее А что? возрасте сложно зарабатывать себе на жизнь, чтобы содержать ребенка и так далее. Поэтому я даже задумываться здесь не буду однозначно. Пусть идет на курсы. Я ее в любом случае поддержу. Антоха, прикинь, тут твоя бывшая, короче, приходила. Говорит, что беременна от тебя. Ты созвони с ней или что, или как вот? ЧС, сразу. До свидания, говорит. Тебе ногти не мешает бутерброды делать? Так как они короткие. О, Антон звонит. Алло. Алло. Здравствуйте, Наташа. Ну, здравствуйте. Алло. Какого Вика распускает слухи о том, что она беременна якобы от меня? Или это очередная ее замануха, чтобы меня вернуть? Ну, скажи, кому он нужен? Это не замануха. Это она действительно от тебя беременная. Ну, здрасте, приехали. Меня сколько уже рядом не было, мы с ней не общаемся, не видимся. Ну, срок уже не маленький-то. Ты что, отказываешься от ребенка? Да какой ребенок? Тебе, Наташа, он самой-то не смешно? Мне вообще не смешно. Вы смеялись, шутили и доигрались. А теперь я ребенка должна воспитывать. Как минимум, если он даже есть, он точно не от меня. Ты же говорил, что ты любишь ее, что ты будешь всегда с ней рядом. А сейчас что? Мы заднюю включили? Все, давайте. Наслушался уже, хороший. Всего доброго. Как он может? Он Алло, говорит, есть у меня здесь, говорит, 3 цифры, Антоша. 3 замечательных цифры, которые в корне изменят твое мнение. 1. Какая следующая цифра? Правильно. 1. А следующая знаешь какая? Правильно. 2. Алло? А соедините-ка меня? Да. И тут раз, и Антон сам пришел, представляешь? Бывает же такое. А, волшебники какие-то на проводе, наверное, там. же приходил ко мне и говорил: тетя Наташ, я люблю вашу дочь. И что это сейчас получается? Он, значит, ребенка сделал и в кусты. Мне вот эти Кусты. удары, уже второй удар по мне. Я не понимаю Удар. вообще, что мне делать. После звонка Антона мне так паршиво. Я пошла немного развеяться в кафе с Сашей. Мама рыдала на УЗИ, Саша. расстроилась сильно. Ну, в этой ситуации я реально понимаю тетю Наташу. Антон, что? Саше заняться нечем, он не работает, не учится, у него своих отношений нет. Саша, ой, Саша. Звонил он моей маме, начал говорить, чтобы мы от него отстали, то, что ребенок ему не нужен. Я тогда думала, что все будет серьезно. Я думаю, Потому что мы Саше ребенка надо хотим. стать Будет отцом. серьезно. И что ты будешь делать? Не знаю. Ну, я считаю то, что нужно подавать в суд, требовать алименты. Воспитывать он не хочет, значит... Саша, ты какой-то, у тебя и голосок, вот знаешь, такой вот, ну, пограничный такой. И самое главное, знаешь, Саша, у тебя и повадки вот такие же, если честно. Тоже такие, знаешь, немножечко, да. Саша 100% 14
14 февраля празднует, да, железно. Да, дарит валентинки, там, цветочки, да. Парню своему. Сплатить он обязан. Саша прав. В любом случае, он должен как-то помогать и заботиться о своем ребенке. 100%. Мы делали его вместе, значит, мы вместе должны отвечать за него. Утром мне позвонил папа. Мама уже рассказала ему о вчерашнем звонке Антона. Дочечка, знаешь, я хочу тебе сказать. Дело в том, что зачастую мужчины, они не могут принять эту новость, как бы, которая не была запланирована. Время покажет. Тебе нужно, как бы ни было, закончить учебу. Поговорить с преподавателями, директором. Можно взять этот академный отпуск. Потому что если ты останешься одна, тебе нужно как-то получить образование, чтобы обеспечивать себя и ребенка. Да, я сама хочу доучиться. Для меня это очень важно, да. По поводу Антона не расстраивай. Я думаю, что пройдет время, и он переосмыслит все. Держись, дочь, с тобой все будет хорошо. У меня Привет, действительно... ребят. Спасибо за лайкосы. Кстати, я не смотрела, сколько у нас уже? Сколько у нас? Сколько? Сколько? Спасибо. Будем рекорды фиксировать. И по лайкам, и по онлайну. Ладно. Чисто на фан-стримах, мне даже интересно. Отец, который меня Спасибо. любит, готов меня поддержать даже в минуты, когда мне очень тяжело. Я решила сегодня же узнать у куратора моего курса в колледже, не будет ли у меня проблем из-за беременности. Да нет, конечно. Хотела вам рассказать. В общем, я жду ребенка. Я не хочу бросать учебу, мне нужно очень доучиться, потому что у меня очень большие планы, и я не хочу вообще бросать. Да, конечно, тебе нельзя бросать учебу. С экзаменами мы тебе поможем. Если совсем будет тяжело, Мне бы так, в свое возьмешь время. академ. Но я надеюсь, что все-таки получится. С этим поможем, с этим поможем. Да, Я, думаю, говорит, не что мы с предохранялась. тобой Можете мне справимся. совсем Я помочь? еще хотела попросить 3К вас, уже. чтобы пока об этом никому не говорили. Я тебе обещаю, что дальше меня эта информация не уйдет, но, пожалуйста, держи меня в курсе. Дальше меня, говорит, эта информация не уйдет. А кто это из-за дверки подсматривает, а? Кто это у нас в щелочку снимает? Дальше меня никто, говорит. Всем, говорит, всем и каждому скажу. Да. Что дальше меня эта Я секретов информация не держу. уйдет, но, пожалуйста, держи меня в курсе своей жизни. Надеюсь, у меня получится скрывать беременность, пока мы Имейл не берет, помиримся чтоб с на доске Антоном. написать. Сплетен о том, что я брошенка, и у моего ребенка нет отца, мне совсем не хочется. Приехала к этому Антону, мне сказал, что у него другая. Серьезно? Да. Хочешь еще прикол? И сама пошла рассказывать после этой фразы. Господи, логика просто, она где? Она просто где? Я, говорит, не хочу сплетен и слухов. Ты, говорит, представляешь? Я еще и беременна. О, там тортик еще можно взять, нормально. Ты гонишь? Нет. От Антона? От кого еще? А он знает об этом? Че с голосом? Знает, он сказал, что ни я, ни ребенок не нужны. Только он не хочет разговаривать, он меня везде заблокировал. Ну, может, он просто растерянный, может, стоит подождать время. Но тебе однозначно нужно обсудить с ним лично эту историю. Я тоже так думаю. Не, советы топовая тема. Я думаю, Вике За стоит школой перестать курит, говорит. горячиться, потому что у нее нет ни образования, Слышь? ни жилья. Она точно не сможет без него содержать ребенка. Прокурен просто. Я обдумала слова подруги и решила, что Имбойчик, должна да? поехать к Антону и лично поговорить. Если он будет отказываться от ребенка, пусть мне это скажет в глаза. В В глаза. выходной сестра согласилась отвезти меня Опять сестра, опять бросила ребенка, опять поехала решать проблемы этой конченой. к Ой, нему в господи. общагу. А он даже не пустил в комнату. Вышел разговаривать в подъезд. Что ты мне даешь? Что это за... Ребенок твой, а не Где здесь написано, что это мой ребенок? на лбу у тебя написано. Ты на приколе или что? Ты приперлась ко мне среди белых дня и затираешь за ребенка. Мы с тобой уже по факту на тот момент решили. Если даже и ты беременна, какой резон, что это от меня? А ты мне так не веришь, да? Я тебе не верю. Я не В курсе про ДНК вообще? знаю, чем ты там занималась все это время. Кому ты там ноги раздвигала? Я ноги раздвигала. А чем Я занималась? что? Ты На щас ребенок от тебя, я тебе серьезно говорю. Давай сходим на ДНК, Да, проверим. давай. Если ты не веришь, я тебе тогда утру нос. Смотрю на УЗИ, а там Утру нос. ни фамилия, ничего. Вы нашли друг друга, реально, два конченых. Смотрю, говорит, на УЗИ, а там ни фамилии, ничего. Да, он с плакатом должен лежать и сказать: «Здравствуй, папа». Да. Как ты? Ты да адекватный, нет? Поймешь, откуда она его взяла. В это тяжело, в принципе, поверить, то, что она беременна. И УЗИ вот это вот можно хоть где, я думаю, достать. Я считаю, что это он гонит. Как вообще можно было такое ответить? Он что, мне не доверяет? Ведет себя как сам там нашел себе какую-то с которой встречается на меня, типа, гонит. Это ужасно. Ну, типа, тут оба что-то какой дичь Мне не исполняют. верит, он говорит то, что
Как Белла из этого, из «Сумерек». Один в один. Я серьезно, вот один в один. Если этот вот ролик, который сейчас на ютубе смотрят, не стрим, а именно сам ролик, вот который лежит на ютубе и который вы сейчас смотрите, вот наберет, давайте, я не знаю, 5000 лайков, надо «Сумерки» посмотреть. Реально, вот прям сходу он, если набирает, нам срочно надо посмотреть «Сумерки», да. Это не его ребенок хочет ДНК. Взял меня, выгнал, просто мне с ног до головы. Я не знаю, что с ним делать. Ты про него забываешь и больше не вспоминаешь про этого. Как я буду одна ребенка воспитывать? Мы тебе с мамой поможем. Нужно обеспечить жизнь ребенку нормальную. А тебе нужно думать сейчас о своем будущем. Да, понятное дело, на первую очередь я хочу доучиться. Доучусь, насколько смогу, потом если что, академ возьму. А на него забей. Да нет, зачем он тебе посмотрим, нужен? «Сумерки», Условия поржем. он свои ставит. Ты что, себя на помойке нашла? Кому-то что-то доказывать. Я так и думала, что он снимет с себя всю ответственность. Вообще и, ноль как эмоций. любой мужчина бежит от проблем. Она даже когда улыбается, мне кажется, она грустная. Надо что-то думать с жильем. Я там по объявлениям посмотрела, там сдается недалеко квартира однокомнатная за 30 тысяч. Ну, думаю, мы потянем. Ну, хорошо, только надо же еще вещи мои перевезти. Ты знаешь, сколько у меня вещей. Разберемся. Я думаю, дядя Коля поможет нам на машине. Тебе ж мебели нет. Поможет, здрасте. Он меня, получается, выгоняет, а тут он нам помогать собрался. Ну, съехать он тебе поможет. Спасибо ему большое. Вот только Спасибо, для говорит, на меня это. он пошел на этот шаг, дал месяц пожить, дал времени мне найти квартиру и помочь своей дочери, потому что он сильно меня любит, и ему жалко смотреть, как я мучаюсь. Батек Мама там на оплатила альфа первый вообще. месяц аренды квартиры, и я быстро переехала. Твои переезды вот эти последний раз, чтобы были. Поняла? Да. А по поводу Антона я тебе сказала. Я ему ноги вырву, и тебе тоже. О. Если еще раз его здесь увижу. А я помогу. Я надеюсь, он не объявится больше. И на вас я тоже рассчитываю, на вашу Чика щас помощь, придет. на вашу поддержку. Смотри, придет. Ну, мы, конечно, тебя поддержим в плане разумного. Но вот так рассчитывай это только на себя. Это твой ребенок. На нас, конечно, все валить С не надо. удовольствием поможем. Разбирайся со своей жизнью сама. Да, я согласна с мамой. Я бы тоже не хотела его там видеть. А если придет, я его не пущу. Он меня вообще бесит. Сегодня у меня первое занятие в кондитерской школе, которую мне оплатил крестный. Сашка мне не так волнительно. Для того, чтобы нам заглазировать нашу шапочку грибочка, Шляпочку. мы берем слегка подмороженный марципан из формы и сверху отсаживаем наши капельки. Секунду. Алло. Алло. Что ты звонишь? Ты зачем рассказала Леше о том, что ты беременная? Мам, ты серьезно? Сейчас не время об этом говорить. Мне уже все родственники звонят и меня обвиняют, что я не могу тебя обеспечивать. Ты зачем ходишь и попрошайничаешь деньги? Мам, мне сейчас неудобно говорить. Давайте я потом перезвоню. Извините. Много людей, которые меня знают и будут потом говорить, вот не наглядела, что у тебя девочка беременная, 16 лет, куда ты типа смотрела и все такое. Я хотела это не разглашать. Думаю, потихоньку наладится, сладится, потом уже узнают, когда уже ребенок появится и все. Она всем начала рассказывать, что она беременная. Незачем это. Ты зачем всем подряд рассказываешь? Ты всем родственникам рассказала, что ты беременная. Я у Алексея попросила помощи и денег на это обучение, только чтобы тебе помочь деньгами. Я Алексей тоже хочу завез зарабатывать. контент. Ты мне и так квартиру снимаешь. Я Что хочу... тебя там научили на твоих курсах? Делала что-нибудь сегодня? Да, Как точно шляпу делала. делать? Сейчас покажу. Не знаю, вот эти вот ее старческие приступы непонимания в ее время, в ее молодости, это было стыдно забеременеть в раннем возрасте. Меня это бесит. Завезла реально контент. 20 недель. Я забила на просьбу мамы не распространяться о беременности. Наоборот, я решила на этом зарабатывать. Завела блог о материнстве, чтобы стать богатой и знаменитой. В нем буду рассказывать о себе и попробую найти первых клиентов, чтобы начать делать торты на заказ. Сегодня мы снимаем распаковку сосок. Вот такая вот соска-вампир. Прикольно. Она, кстати, ортодонтическая. Следующая соска у нас идет с такими желтыми зубами. Если примерить на себе, я думаю, вам будет очень идти. Можно даже одеть на свидание, если вы не хотите разговаривать. Я думаю, история с мамским блогом сработает. Если Вика не будет запускать его и будет его вести, интересный контент. Но опять же, Вика неделю работает, потом она на больничном сидит год. У нас королева Виктория. Совмещать учебу, курсы и блог трудно, вечно не хватает времени. Вика показала мне, что Антон постит в соцсетях романтики со своей девушкой, а я у него в блоге. Так обидно, еще и экзамен сегодня.
У Так. меня адски просто болит живот, внизу именно живота. Я очень сильно перенервничала. На экзамене, да-да-да, сразу начинается приступ на экзамене, просто жесточайший. Причем, знаешь, еще не дошел до двери этого класса, да, уже чувствую. Из-за экзамена, из-за учебы, из-за этих... Солнышко, не переживай, Виктория, запускай на Твиче, там таких любят, там придут эти, которые... О, какая ты сегодня красивая. Да, моя хорошая, да. Там же кладезь их, там же эти самые, они же их кладезь, да. Там можно вообще ничего не делать, там можно просто сидеть, АФК с головой говяжьей, просто смотреть в камеру и все. Все очень просто. Штук с Антоном всяких. Куратор вызвала скорую. Врачи приехали быстро, но я не хочу обсуждать свою беременность при всех одногруппниках. Притворюсь, что просто отравилась. Подташнило, потом резко заболел живот. Менструальный цикл когда был? 9 месяцев Я не назад. помню. Ну что-то скушали не так. Это вчера с подругой соевое мясо ели. И же все хорошо будет. Конечно, будет все хорошо. Давайте мы с вами поедем в больницу, да, там и проведем полностью обследование. Хорошо? Мне очень больно, Бармен, никогда спасибо. такого не было. Я надеюсь, что в больнице мне скажут что-то утешительное. Не будет никаких выкидышей. Из больницы я позвонила маме, и она приехала навестить меня. Как дела у тебя? Уже получше. Сказали, пару дней еще капельницы покапают и отпустят. Уколы делают? Угу. Пичкают таблетками, все синее от уколов, еще и капельницы ставят. Угрозы нет? Надеюсь, что нет. Ну хорошо. Это Нервы просто... это все. Очень переживаю за ребеночка. После Это капельницы просто трэш. самочувствие улучшилось. Сегодня мне проведут второй скрининг. Я попросила приехать друга, чтобы полребенка сообщили ему. Саша, а ты хорош. Саше можно доверить организацию гендер-пати. Ну, естественно, Саше можно доверить организацию практически любой пати. Это папа? Это друг. Друг? Хороший друг. Вам Пол говорить? Нет, не надо, у нас вот есть конвертик. Хорошо. Сюда положить нужно будет. Конвертик напишу. Вот вы можете на экране видеть. Ты же Лежит конченая. головой вниз. Какая креветка лежит. Все у вас с ребеночком хорошо. Все сформированные структуры головного мозга. Почки на месте, мочевой пузырь на месте. С сердечком у вас все хорошо. Пол я увидела. Сейчас я вам его напишу. Можно я кружочек в канал запишу? Мы на УЗИ. Когда мне показывают на экране УЗИ моего ребенка, у меня такие непонятные чувства, какие-то всплески любви. Ну, такого никогда не было. Когда ребенок даже не знаю, что и тогда сказать-то. будет любовь всей моей жизни вообще. Через несколько дней меня выписали. Я чувствую себя хорошо. Угрозы выкидыша нет. Я все время думаю об Антоне, чтобы Не жри цветы! Кошек покорми, ты! Эй! А у тебя уже цветы хавают! Ты что ж такое, а? отвлечься от этих мыслей, занимаюсь арт-терапией с мандалами женской энергии. Чего? Чтобы отвлечься от этих мыслей, занимаюсь арт-терапией с мандалами женской энергии. Они помогают мне настроиться на хороший... Кого? Вот, он просто чисто я, ну вот моя реакция. С какими мандалами, с какой энергией? Какая терапия? Ты! и собирают много лайков в блоге. Сумасшедший, что это такое? Кто это вообще придумывает? Откуда это берут? Как вообще додумываются до этого? Же кто-то сидит, Саша это же кто-то забронировал додумывается. ресторан, чтобы отметить гендер-пати. Саша! Все близкие скинулись и устроили мне классный праздник. Ваше предположение, давай. У меня 2 пацана. Как бы я, конечно, хочу дочку. Когда она родится, я хочу ее покрестить. Так что я за девочку однозначно. Понятно, отлично. Только за девочку. Ну, я надеюсь, что будет мальчик. Главное, чтобы не был характер, как у своего папаши. О, Это самое главное. Ребят, тогда я вам предлагаю выйти на улицу, да, и узнать наконец-то пол ребенка. Дорогие ребята, я Саша, а это значит, что мы сейчас все узнаем. А я Саша, я все знаю. Я с детства хотела себе сына, чтобы он вырос, меня защищал, был моей опорой и поддержкой, но если будет девочка, тоже не расстроюсь. Давай. Сейчас мы разберемся. Тебе Сейчас кружочек. узнаем, в конце концов, кто Салют. был прав. Ну что, погнали? Антон, тебе кружочек. Как же у них бомбит тукан. Погнали. Погнали, давай! Да! Я вас не слышу! Да! Серёж, ты был прав! Вика, я тебя поздравляю.
Я очень сильно обрадовалась. Я даже не знаю, что и девочке. сказать-то. Доченька, это всегда очень круто, ей можно платьишки примерять. Она будет моей лучшей подружкой. Антон, мой кружочек лайк. Ну вот, видишь, все у вас будет хорошо, как я и говорила. Ты это только лайк. Что у нее там на уме, непонятно. Да все нормально. Оператор выжил, нет, от кринжа и от заряда краски розовой. Вот. Сестра отдала мне детские вещи, оставшиеся от ее дочки. Но многое еще надо будет купить и подготовить. Ой, какая прелесть. И олени даже есть. Что угодно делать, лишь бы ничего не делать. Это потрясающе. Это год. Человек просто слоняется по квартирам, всем выстегивает мозг, ничего не делает, вообще ничего. Вообще полная тишина просто. Новогодняя. Нифига себе. Класс. Как это работает? Спасибо большое. Давай с тобой список составим, что нужно Давай. в детском магазине купить. Давай. Маникюрный набор, всякие расчесочки. Да, Лера. Самое главное для девочки это маникюрный набор, все остальное не особо важно. Ты знаешь, с какими они ногтями рождаются большими? Ты из самого роддома? Девочка думает, ну все, попили чаечек, поели вкусняшечки, все, одежду всю забрали. Скоро как кот будет цветы хавать. Конечно, Собираешься они покрывать там тебе, дерьмо? это самое первое, что тебе понадобится. Хорошо, давай дальше. Полотенце, носочки, боди, пеленки. Тебе нужно посмотреть либо масло, либо крема хорошее от растяжек. Хорошо. В шоке, что нужно столько купить. Я не знала, что маленькому ребенку столько нужно, но он вроде такой маленький, что ему надо там поесть, переодеться, да и все. А на самом деле столько вещей. Там еще про коляску и про кроватку еще никто не говорил. А там, глядишь, и стол пеленальный подъедет. Мой блог растет. Я не ожидала такой популярности. Максимальное Меня развитие. уже стали покупать рекламу. Блог растет. Я не ожидала такой популярности. Максимальное развитие Меня пошло. уже стали покупать рекламу, Рекламу стали покупать. хоть и небольшую. На днях получила новый заказ, поэтому сегодня Это иду с Викой песня. в детский магазин записывать видос. Ну, кстати, по-моему, тебе это тоже пригодится. Да, мне врач говорил, чтобы кишки в разные стороны не разлетелись. Может, ты Чего? примеришь? Да, я подержу. Как его вот так надевать? Нет. Лежишь, говорит, перед лоботомией, можно кружочек в канал? Конечно, Нет. может. Заодно наперед его одели, блин. Давай вот так тогда. Да. Че, давай запишем кружочек? Да, давай. Примеряем бандаж. Вот такой вот экземпляр. Как? Знаете, в чем проблема стримов? Вот когда ты блогер, ты можешь наговорить все, что угодно, потом лишнее вырезать. А вот на стриме, к сожалению, вот в силу правил я очень много чего не могу сказать. Да, но что-то почему-то про пулемет и ее мать очень почему-то хотелось сейчас что-то вставить. Явно лайк. Бандаж стоит 5000 рублей. Если честно, я от него такого не ожидала. Веревкой такого можно бандажа. повязать Даже просто. не знаю, откуда мы столько денег возьмем. Откуда мы столько денег возьмем? Несколько дней Антон лайкал мои кружочки. Потом он внезапно разблокировал меня и написал, что приехал в Люберцы и хочет встретиться. Позвал не просто так, видел гендер-пати, что на самом деле ты беременна. Я вот посидел на досуге, подумал, что давай, слушай, может, все-таки попробуем быть вместе. Зачем ты мне нужен тебя возвращать? Я тоже знаю себе цену. Ну как, ты же говорила, любовь, не любовь. О чем ты думал, когда звонил моей матери и высказывал? Я хочу этих отношений. К отношениям я пока не готова, но я готова сделать ДНК просто для того, чтобы... Я просто готова, так скажем, ну, как бы, как говорится, да. По первой ссылочке, как говорится. Так что готовься, Антоша, да. Мой друг Саша всегда будет рядом со мной. Да, будем с ним вместе ходить на маникюр, да, рассказывать друг другу сказки, да. А ты просто, ну, как бы такой, чисто друг такой. Друг, ну, и отец ребенка, ну, так Ты чисто. понял то, что я тебе не врала, не изменяла. А когда ты сможешь сходить в больницу? Может, сходим вместе, узнаем, что к чему. Ну, с тобой я не хочу идти. Я схожу либо с мамой, либо одна. И если что, Либо я с тебе Сашей. напишу, сообщу. Не, ну а в чем проблема со мной сходить? Не хочу с тобой время проводить, видеться и так далее. Я тебя услышал. Ладно. Ну, я рада. ДНК Салатик с мазиком нормально идет, солнышко, для меня давай. это, конечно, очень унизительно, но если после этого он будет помогать ребенку, то я согласна на это. Я был в шоке, на самом деле, от гендер-пати. Я начал задумываться, то, что на самом деле она беременна, и что самое страшное, возможно, от меня. Если я вот сейчас дам заднюю, не совсем будет правильно с моей стороны. Заднюю Тем урвать более, не если надо! это будет воспитывать дружбан ее, мне не то, что будет стрёмно, это просто как минимум меня сломает, как мужика. На следующий день я попросила маму сходить со мной на якобы плановый прием к врачу. У кабинета пришлось рассказать ей про встречу с Антоном и идею с ДНК-тестом. Ну, ты с ума сошла? Ну, это не я с ума сошла, это Антон с ума сошел.
Ну а почему ты его слушаешь? Ну, я же не хочу, чтобы ребенок без отца рос. Чем такой отец? Лучше вообще никакого отца не иметь, который Потрясающий отказывается от совет. ребенка. Пойдем хотя бы Мое спросим, что почтение. там, к чему. Ну, спросим, а делать ничего не будем. Где ты его взяла, такого отморозка? Вообще мозгов нету у нее. Не стоит этот человек, этого ДНК. Вы хотите установить тест на отцовство до рождения ребенка, я правильно вас поняла? Ну, в принципе, существуют такие методы. Для этого нужно взять материал малыша. Делают прокол матки, да, берут околоплодные воды с элементами смазки, там, волос плода, да, чтобы получить генетический материал. И, соответственно, берут у отца или кровь, или соскоб слюны. Это опасно для плода? Опасно. Это вот все, что касается проколов, это Ну, все опасно. такое. Это может привести к преждевременным родам и рождению нежизнеспособного Да не, малыша. вы с ума сошли, это надо Поэтому, дождаться, когда родится. если вы уже носите этого малыша и хотите его родить здоровеньким и крепким, значит, Я, вы кстати, должны не знал вот дождаться эту тему. рождения ребенка. После рождения вы После можете рождения сразу вроде это все как сделать. делают. У меня сейчас так много мыслей Во и время переживаний, беременности что мне чтоб трудно делали. принять решение, готова ли я простить Антона. Вечером мы собрались на семейный совет. Как Совет будет братства. лучше для меня и ребенка? Братство кольца. И нужен ли вообще этот тест? Я против. Если он пускай делает себе ДНК в голову. А зачем тебе вообще нужен этот Антон со своим ДНК? Он сказал то, что хочет вернуть отношения. Ну так пусть возвращает, пусть приходит и, я не знаю, извиняется перед тобой. Извиняюсь! Цветы пусть подарит, чисто по-мужски. Просто и извинись. извиниться за те нервы, которые он тебе делал. Пусть Антон обломается с этим ДНК. Я не готова рисковать своим ребенком, еще не родившимся, для того, чтобы ублажить какие-то его желания. Ребенок-то вообще твой, ты уверен в этом? Я ей за ДНК рассказываю, а она на уверенных просто отвечает, как бы, знаешь, такое ощущение, как Вот оно! Вот она, родная! Пошла, родимая. Как в сухую воду. в натуре все-таки мой. То есть она не менжуется, не боится, ничего вообще. Че ты тогда ломаешься? Ну да, на самом деле. Не хочу быть тем самым, который, знаешь, вот поматросил да бросил. Я что сижу на панике. Ну так если ты батя, так батя будь. Езжай как-никак, это же ведь реально ответственность. Ну да, тоже не варик быть. Пошло пивандеполо. Спустя 2 дня Антон приехал ко мне домой и рассказал о расставании с девушкой. Я узнавала про ДНК. Мы можем сделать его только после рождения ребенка. Как ты на это смотришь? Не-не, я бы, ну, это глупо говорить, если ты, типа, реально там, он включил отца и говорит, что нет, я хочу сейчас, что за бред? Навредить ребенку, навредить матери, ну, это вообще прям... Ну, давай на момент беременности я хотя бы хоть как-то буду помогать. Элементарно в жизни твоей присутствовать. А вот элементарно до рождения ребенка мы с тобой поживем, а там уже по факту что-то будем решать. Слушай, с тобой я жить не хочу. За тобой носки стирать, убирать. Я предлагаю такой вариант, что ты будешь... А здесь поправочка стирает стиральная машинка. Просто, ну, на всякий случай, мало ли. Я понимаю, что 30 секунд постирать носки в раковине, это, конечно, эпопея очень сложная, практически невозможная, но мало ли. жить отдельно. Потому что к серьезным отношениям, в принципе, отношениям после такого я не готова. Если я увижу какие-то старания с твоей стороны, ну, я подумаю, сделай что-нибудь для этого. Буду делать. Для меня это очень тяжелое решение, потому что после всех его... А чё по сталкеру второму? В смысле? Так сталкач второй был вообще-то на голосовании. Был на голосовании. Ребята, вы если не знаете, за God of War, вот который мы сейчас проходим, это я всем скажу, даже можно не вырезать, оставить. В Hard Inside было голосование. Можете там отлистать, посмотреть вот не так давно. И также будет и следующее голосование. То есть сталкач, если выберут, вообще с радостью пройду. Не знаю, типа, ну, первый мы все прошли там с кайфом. Второй, ну, можно тоже, почему нет. Телеги вот здесь вот подписывайтесь, ребят, на телегу. Ссылки под роликами, под стримами все есть. Пожалуйста. Выходок. Я ему не доверяю абсолютно. Антон устроился в Москве на постоянную Озвучка работу есть уже давно, менеджером по продаже мотоциклов и снял квартиру недалеко от меня. Приходит почти каждый день, Она постоянно, что ли, это мороженое? гуляет со мной, дает деньги, заботится. Я тебе рыбу взял. Хорош, заканчивай. Ты мне Рыба сырую полезна. рыбу принес. Антон, Приготовим. Она полезна, в ней фосфора много. ну готовь. Приготовлю, если Сам ее надо. будешь есть. А дай мне мороженое. Хватит. Заканчивай. Нет. Антон, Нет, я всё. себе купила вкусняшку. Хватит. Отдай. Хватит. Отдай. Рыбу съешь, отдам.
Хорошо, все, готовь рыбу, я тебя жду. Я не верила в то, Это- что он там хоть... А сейчас что она заедает, чат, не подскажете? Ну уж как что она заедает? Она же что-то заедает. Семью, мне казалось, то, что мне сейчас лапшу на уши навешает и ей убежит. Она старается, несмотря на свою работу, по большей степени проводить со мной время. Я очень расстроен, потому что я потерял много времени. Не было на УЗИ, не узнал пол ребенка вместе с ней. Лучше бы я был рядом. Сейчас Свою очень сильно тупость. жалею об этом. Стремно, я хотел это заставить все моменты, все трудности, чтобы я был в тот момент рядом и мог ей помочь. Викусь, привет, ты Все, помянем. Господи, спаси и сохрани, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. спишь? Я тебе твой любимый пирог принесла. А это что за здрасте здесь? Антон, а что мы здесь делаем? С Викой время провожу, помогаю. Ты ушел, сказал, тебе ребенок не нужен, ничего тебе не надо. В чем проблема? Мам, да ладно, он справится. Пускай справляется. Когда мама или другие советчики вмешиваются в отношения, это отношения будут самые крепкие. Прям максимально крепкие. Пускай квартиру снимает сам, пускай тебя обеспечивает полностью. Он ребенку вещи покупает, заботится обо мне. Морковку мне купил. А потом опять будет то же самое, я поехал. Ну, такого точно не будет уже. Я даю свое слово. Хорошо, я верю тебе последний раз. Если ты мне еще раз подведешь, я приму другие меры. С этим проблем не будет. Я хочу верить в то, что Антон все-таки вернулся с благими намерениями. Пусть своими действиями покажет, что у них все получится. Все получится. И наш такой лесной торт готов. Кайф, прикольный такой. Заканчивается кондитерский курс. У меня уже появились постоянные клиенты, поэтому с деньгами наладилось. К тому же Антон помогает. Я думал, что она их бросит. Но то, что не бросила курсы, это, ну, крутяк. После маминого визита еще больше Я старается. почему-то думал, что я Без был уверен, что она их напоминания бросит. купил кроватку, качественную и дорогую. И что это такое? Да я не знаю, слушай. Сейчас Таблетки посмотрим. какие-то. Конструктор в детстве собирала. Такой же принцип. А ну дай мне посмотреть. Чё к Слушай, чему? Антон, может быть, ты ко мне переедешь? С чего это такое решение? Почему бы нет? Мне скоро рожать. Я хочу, чтобы ты мне помогал. Ты стараешься. Я думаю, можем попробовать. Давай. Я только за. Мне очень приятно то, что Антон как-то думает о нашем будущем ребенке. Мне кажется, он уже готов стать папой. У меня новости есть. Не знаю, хорошие и плохие. Санта-Мария. Вика беременна от меня. Ну чё вот так, Антон? Чем вы думали-то? Ну, мам, вот так. Ни кола, ни двора, ни работы толком, ничего. Прости, что так получилось, мам. Ну, а куда деваться? Куда деваться? А чё раньше-то думали? Ну, так вот именно, что не думали. Ладно, чё теперь? Будем, как всегда, опять выкручиваться. Возмутительно, конечно. Как она сказала, в модельном агентстве она работала. Только я не знаю, кем она работала и во сколько лет. Если в 16 она забеременела. После новости о внучке Мы десептиконы. Тихо. тетя Наташа позвала нас в гости, чтобы Сумасшедший. лично познакомиться. Какой На здесь? работе Антон взял отпуск, и мы купили билеты в Губаху. Вдруг меня твоя мама не примет. Успокойся, Вик, все нормально Да будет. Это как успокойся! ни крути, в любом случае тебе придется с ней знакомиться, потому что как минимум это правильно. Я с твоей мамой познакомился, и ты должен с моей познакомиться. Ну, не знаю, я как-то... Во-первых, я очень стеснительный человек, во-вторых... Я говорю, ты лишний раз заморачиваешься. Сашу с собой возьми, чтобы не переживать. Давай спокойно приедем, а там уже по факту все будет Чисто на решать. губу поехали. Ладно, давай попробуем. Ну, Но ты меня своей мамой один на один не оставляй, пожалуйста. Я не уверена, что я ей понравлюсь. И вообще я очень переживаю Я не уверен, что вообще, в принципе, кому-нибудь понравишься с таким отношением к жизни. нашу встречу, но я надеюсь, что все будет хорошо. Подождите, это... Подожди, другалечек. Так, значит так, я тут задумался. И чем больше я смотрю выпусков «Мама в 16», ссылочку на которую, кстати, я оставлю тоже в описании, я понял одну вещь. Во-первых, то, что я забыл поставить, по-моему, лайк. Абсолютно верно. Ты тоже не забывай. Во-вторых, это получается, если сейчас у меня старшему сыну 12, а младшему 5, то через несколько лет, да? То есть, как бы смех, он будет немного, как бы и не смешно, да, будет?
Да, то есть это получается как? Ко мне придут тоже, да, вот это знакомиться, да? Угу. То есть я увижу вот эти вот глаза, вот эти, да, говяжьи, вот эти. Ага. И только когда я от одного отойду, там второй еще, да, на подходе? Ага. Потрясающе. Ну это готовый выпуск будет. Там сразу лампочка в лицо. Рассказывай, маленькая вероломная дрянь. Ты беременная. Куда ты собралась? Какая губаха? Ну а когда еще поеду? Потом ребеночек родится, он же маленький будет. Ну вот будет ребеночку там 1,5 года. Да не, я так не смогу. Вы что, если хорошая, если... Я так считаю, если она придет и скажет: здрасте, я там такая-то, тот. Вот у нас лавки с вашим вот этим вот сыночком. Ну и все. Если, конечно, придет, начнется вот это... ОМГ, чел, я не знаю, блин. Я не учусь, я вообще все бросила. Работа вообще для рабов. И вообще, короче, я не знаю. Мне надо денег на курсы. И поедете тогда. 1,5 годика это... Не, если будут стараться, если скажут: слушай, там где-то что-то не хватает на что-то, ну типа там они, я буду видеть, что стараются, работают, там что-то как-то пытаются копошиться, ну конечно, как я не помогу, я так не смогу, я все равно помогу, это как это нет, мне жалко станет. Долго. Значит, мама сюда пускай едет. Даже забудь про это, то, что надумали. Зря. Я бы тоже хотела с его мамой познакомиться. Не дай бог, что в дороге случится. Надо, чтобы здесь ты была, чтобы врачи рядом были. А ты здесь же на учете стоишь. Мам, ну она же беременная, а не больная. Сколько там, 2 часа лететь? А еще до того, как лететь, надо доехать на машинах на этих. Да, я бы хотела поехать. Ненадолго же, тем более мы уже билеты купили, чемоданы сложили. Ну ты даешь. Все умные такие. Сначала делают, а потом спрашивают. Это самолет, это просто. Вот не думают за ребенка, думают просто о себе. Что просто? Там есть указания врачей, до скольки месяцев там. Они думают, они вообще не беременные, встали и поехали. Почему-то я тоже никогда этого не понимал, почему если беременный человек, вот он только девочка забеременела, все, ей ничего нельзя, работать нельзя, только сидеть на месте, только ничего не делать. Кто работает? Почему наоборот? Девочка вообще должна по улице постоянно ходить, гулять, это очень полезно для здоровья ее или ребенка будущего, причем с самого начала беременности. Работа, движение, то есть ей наоборот сидеть нельзя. Ей нельзя сидеть и какую-то там тяжелые супер там какие-то сумки таскать, вот это я согласен. Но ходить там, бродить, самолеты, ну на поезд сели бы, доехали. Ехали. Не знаю. На поезде-то можно. Мне очень понравилось на поезде, вот я поехал. Я люблю губах. Вы наконец-то приехали. Ты мой золотой. Я соскучилась по тебе. Я вам тут лагман приготовила. Давай, давно не ел. Это что? Сейчас узнаю. Вообще вкусная штука. Человека, ты тебя совсем не кормит, что ли? Похудел так. А я тебя не кормлю? Кормишь, но не так. Ну, конечно, сам на вахтах похудела, Вика виновата. Она нам приготовила какие-то узбекские штуки. Они мне не очень понравились, потому что я не привыкла к узбекской кухне. Прошу прощения, мне показалось, она сейчас на лагман газанула. И И она острая была. До свидания. Но Антон Всего сидел хорошего. с аппетитом, с таким, как будто бы он только это и хотел есть всю свою Вообще, жизнь. ты вообще мне Вика, даже... ты мне объясни, как так Как получилось? это? Как Вика, объясни мне, нам, людям, объясни, как можно газануть на это блюдо? Как? Ты же дома ничего не ешь, ты мороженое одно ешь, ты ложками. Как можно на супец на такой газануть? В другом месте, ты в Москве. Ребенок-то вообще хоть от него или нет? От кого еще? Ну, я не знаю. Мы сначала с ним вместе жили, а потом он уехал. Так может, ты и забеременела, когда он уехал? Ну вот это зря она. Вот это вот я бы терпеть не стал на месте девушки. Вот это вот уже борщ. Это уже, ну, такое себе. Антон, может, ты что-нибудь скажешь? Что сидишь, молчишь? А что мне сказать? Как будто бы я только одна в этом виновата. Антон вообще белый, пушистый. Антон-то Антон. Он у меня один сын, конечно, я за него переживаю. У меня это в голове не выкладывается. Он совсем стал другой. Не такой вот, как Не раньше такой. был. Я не могу вот это объяснить. Она его хочет, наверное, как правильно сказать, чтобы он у ней под каблуком был. О, да, товарищи подписчики. Под каблуком, да, что-то знакомое, да, ребят? Есть такое немножко, да? Ну вот, под каблуком. Ничего вы знакомые не услышали, нет? Немножечко, да? Не-не, я понимаю, здесь все в чате сейчас, конечно... Да-да-да, давайте я вас даже на экранчик выведу, чтобы весь канал посмотрел. Да, давайте. Не хотите рассказать, а какие вы все крутые, да, наверное, в отношениях? Такие альфа-доминанты, да. Сами знаете, когда посуду помыть, сами решаете, когда пол. Да, ага. Да, какие вы молодцы. Да, ага. Да, альфа, да. Молодец, Могу молодец. это принять. Что ты не поняла? Хорошо, хоть не почему ты омега. гладишь? И то ладно. Ну так надо учиться, значит.
Тетя Наташ, я этим доисторическим утюгом гладить не умею, я отпаривателем пользуюсь. Ну, извини, отпаривателя у нас нету. Ну, вообще, маленький отпариватель стоит что-то, не понимаю вообще причину тряски. Маленький отпариватель, такой вот, вообще он такой. Прям водичку заливаешь, он что-то стоит, кажется, меньше косаря. И вот у меня уже сколько он валяется, он нормально служит проводочком, прям раз, да-да-да. И какой 2К? Меньше даже, меньше, ребят. Мне кажется, можно, я могу посмотреть по этим. Да какой? Не-не-не, не 5, там он что-то... Я прям маленький вот такой синенький купил. И он так удобно, его раз, прям с этого. Мне вот даже вот этот большой, который у меня в студии стоит, он мне не нравится. Маленький, да, что-то мне кажется, до косаря, чуть рублей 700-800, прям так... Удобно. Да, и в дорогу его с собой кинул. И куда хочешь, раз в розеточку включил. Там водички немножко, ну что, тебе много надо? Прям взял, потом вылил и все. Пользуемся тем, что есть. Давай, Антош, я сама положу Не, тебе. ма, Давай. Давай. Раз Мам. она не может, не хочет, давай я сама. Я сам Ладно? поглажу. Ну, это не мужское дело гладить. Может, станешь, попробуешь, как это делается? Да нет, спасибо. Конечно, лучше в телефоне-то сидеть целыми днями. Мама начала себя проявлять как мама сыночки-корзиночки. Она ко мне, конечно, придирается. Мне вообще не кажется, что у мамы лучше что-то меня делает, готовит или убирает. Такое вот отношение я не понимаю. Она даже не старается, чтобы там понравиться или как-то вот. Через 3 дня. Мне не терпится поскорее вернуться домой. Здесь ужасно А где такой вообще город Кубаха? Ну, что-то мне подсказывает по погоде, по вот этой дымке, прям лютой, как будто бы где-нибудь какая-нибудь Сибирь. Причем прям Сибирь. Что-то типа какой-нибудь туда Омск, Новосибирск. Или ближе, это Урал, да? Урал. Все, я понял. Все, понял. Пермский край. скучно. В этом городе нет больших Канал торговых Hardplay центров развивающий. и любимых кафешек. Даже духовки нет. Воды, хозяйка воды. Хватит в телефоне сидеть, воды, просто воды. Чтобы выпекать торты. И в блог запостить нечего. Мне тут не нравится. Я хочу уехать. Вик, я шабашку нашел. Деньги хорошие обещают. Что ты мне предлагаешь? Вот как минимум еще на 2 недели придется остаться. Ну, я не хочу здесь оставаться. Ну, Вик, деньги хорошие платят. Че, в Москве работы, что ли, нету? Я могу сама собрать свои вещи и уехать. Если тебе безразличны я и ребенок. Да при чем тут это, Вик? У нас деньги на коляску будут. Нам же проще будет. Ладно, давай останемся, но только на 2 недели. 2 недели, не больше. Я закончу шабашку и поедем. Сильно. Я очень сильно расстраиваюсь, что они Терпение не могут поладить друг с другом. и А я крепких как между нервов. 2 огней. Как говорится, терпится, слюбится, надеемся на время. Поэтому задержался там, да и в принципе у меня душа лежит к этому городу. Все равно дом есть дом. Работу Антон нашел в охране клуба. Мы у своих благодаря вам друзей. выросли Он нормальными уходит людьми. Нормальными людьми вы выросли не благодаря моим советам какого-то постороннего там человека, а благодаря воспитанию, все равно заложенному там родителями или лицами их заменяющих. Вот. Так что не надо превозвышать, говорить, что я там какой-то этот. Нет, это все равно база вся закладывается только нашими родителями. Так что, ну или там бабушками, дедушками, да, у всех по-разному. У кого-то в детском доме, но все равно. Так что давайте-ка меня тут не надо из меня тут делать какого-то этого. В обед и возвращается под утро, а потом полдня спит и не уделяет мне никакого внимания. Ну вот они. Зачем ты поехал вообще в Москву? Сейчас пойдут советы суетологов. Как минимум, заднюю давать поздно. Конечно, поздно. Ну да, логично все. Мы с ней разошлись, и там мне просто доходит информация. Сейчас смотри, будут советы, что ты уверен, что это твой ребенок? Смотри. То, что она залетела от меня. Да Антох попал. Ну, не скажу, что попал, как бы ребенка я хотел. В мыслях было. А сейчас, когда это меня коснулось, это уже другое. Что делать, думаешь? Работай. Ну, хотя бы квартиру купить. Моя в Губахе навряд ли останется. И принципиально жить в Москве. А ты видел, какие там цены на хаты? Да. Возьми не в Москве, возьми в Подмосковье. Ну, почему именно в саму Москву-то все прутся? Не знаю. Тяжеловато тебе будет с этим. В Москве немножко попроще. Я тебе соболезную. Соболезную. Найс поддержка, пацаны. Возвращаться собираешься? Да пока не собираемся, Антон тут вот работу нашел. У тебя срок уже большой. Тебе надо назад лететь. У тебя 3-й скрининг скоро. Какая подработка? Вы что, издеваетесь там? Я же Хотя бы квартиру. У меня аж глаз задергался. волнуюсь. Да, мам, я тоже Не, в хочу Зеленограде назад уже дороговато. приехать, а он вцепился в свою губаху и не хочет никак уезжать. Ведь в Андреевке, он рядом Ты с рожать там Зеленоградом. думаешь, что ли? Нет, я тут 100% не хочу попроще с рожать. деньгами. Давай, я тебе сказала, собирайся и езжай. Хоть сама езжай, без Антона, я не знаю, чтобы ты здесь была, под присмотром. Ладно, мам, давай. Попробую что-нибудь придумать. Собирайся и вперед. Я принципиально хочу рожать в Москве. Хочу, чтобы у моего ребенка было в свидетельстве о рождении написано Москва, потому что Москва как-то более красиво, по блатному. Вот, все, я так решила.
Вика, давай телефон убирай, будешь помогать мне пельмени стряпать. Смысл их вообще лепить, уже купить можно. Ну, слушай, домашние-то ведь они все равно вкуснее, чем магазинские. Сейчас я тебе накатаю, а ты будешь лепить. Я даже не знаю, как их лепить. Вы что, с мамой дома никогда не стряпали? Да, пельмени мы покупали, потому что времени особо не было. Вот в телефоне поменьше сиди, берешь фарш, ложишь и закручиваешь. Надо самим уметь все делать. А ты вот ничего не умеешь, не стремишься к этому. В моей жизни не было цели стать обалденной хозяйкой, я больше хотела бы свою карьеру. Как вот ты собираешься это совмещать? И ребенка смотреть, и мужа? Можем нанять домработницу себе. Зачем я этим буду заниматься? Мне кажется, что в семье должны быть прежде всего деньги. Кого? Кого она хочет нанять? Домработницу? Я потом уже убрана и постирана. Да, взгляды у тебя, конечно, на жизнь. Не могу понять, почему она себе такого высокого мнения. Не дали, наверное, должного воспитания. Она его ревнует. Пинка под жопу вовремя не дали. И не выкинули, чтобы реально понимать и цену деньгам, и цену работе и всему остальному. Вот что и не дали. Она видит в него мужчину своего, а не сына. К сожалению, так случается, когда мама воспитывает одна сына. Она нарушит нашу семью. Пельмени стали последней каплей. Больше Мне здесь кажется, все со мной оставаться согласятся. я не могу. Не могу сидеть, я тебе уже говорила. Ты тусишь целыми днями, говоришь, что работаешь. Давай завтра это обсудим. Я не хочу это завтра обсуждать, я в Москву хочу. Я не в том состоянии, чтобы сейчас... Хорошо, тогда я поеду одна в Москву, а ты здесь оставайся. Передай шабашку до работы, и мы поедем. Все, Антон, отстань. Если ты не приедешь до 3-го скрининга, все, ты ребенка не увидишь. До свидания просто. Мама прислала деньги на обратный билет, и на следующий же день я улетела. Неделю я одна. Антон не торопится возвращаться. Все время находит причины отложить Опа! приезд. То работа, то маме надо чем-то помочь. Зато в соцсетях на фотках он зависает с друзьями. Вот урод. Ты уверена, что он приедет сюда? Я ему сказала, если он не приедет Саша. Подружка Саша сейчас даст дельный на совет. последний скрининг, пусть вообще и не приезжает больше. Ничего страшного, я с тобой на второй скрининг сходил, на третий сходим. А там, глядишь, на парные роды пойдем вместе. Ты ж моя Ну ты... зайчка. Да забей, ничего страшного. Еще мы запишем с тобой, поедем ему ответные видосики, дадим ему что ты паришься. Я в тебе не сомневаюсь, бро. Сейчас Антошенька приедет, и Сашенька на кабина. Что ты имя выбрала? Да еще нет, я выбираю Саша. между Есенией, Варей, Дианой, Евой. Да что ты Саша универсальное имя, можно и девочку, и мальчика назвать. паришься? Давай кинем жребий. Давай, Есения, Эля, Катя. Ева, Диана. Сейчас устроим тусу-джусу. Давай, тяни. Я уверен, что там Есения. Ну да. Антону понравится это имя? Я рада, что мы выбрали такое красивое имя. С кем ты выбрала имя? Есения у меня ассоциируется с весной, с таким красивым распустившимся цветочком. Она у меня будет такая женственная принцесса. Мы решили пойти в клуб, чтобы отметить имя и наснимать классного контента. Пусть Антон посмотрит и кусает локти. Антон видел на сторис и весь вечер мне названивал. Я назло не брала трубку. На утро решила, так и быть, отвечу ему. Это что за приколы, я не понял. Ты там где шляешься? Я шляюсь по врачам, а ты где шляешься? Судя по твоим историям, ты там то ли по клубам ходишь, то ли с девками общаешься. Я что-то не поняла, это что происходит? Я один раз вышла погулять, а ты на меня уже наезжаешь. Что за фигня, Антон? А тебя не смущает то, что я в ночном клубе как минимум охранником работаю, не? Да Нифига там охранник тусит за баром на танцполе. где ты там работаешь? Я вижу твои истории, где ты там тусишь с кем-то. Ты на приколе или что? Я работаю 24/7. Антон, я тебе сказала, если ты через 4 дня не приезжаешь, все, до свидания. Понял? Я очень сильно разочарована в Антоне, я такого от него не ожидала. О боже. Настал день 3-го скрининга. Антон так и не появился. Как дела? Да все отлично. Спасибо за донат, ребят, сейчас В попозже последнее отвечу. время появилась изжога, пинается больше. Угу. С ребеночком у вас все хорошо? Приблизительный вес кило 850. Угу. Кровотоки все хорошо? Хороший оксиген. Кто же у меня родился-то здоровый? То ли Мишка, то ли Влад тоже. Я что-то вообще тоже по 4 килограмма родился. Ну, видно, машина, да, согласись? То есть вообще жест. Я сейчас еще похудел, а так вообще просто там...
По-моему, у меня старший что-то родился. Вот там 3800, 3900, что-то такое он. Или второй. Я вот не помню, кто. Надо посмотреть, надо вспомнить, где-то эти бумажки-то валяются. Генеральная кровь поступает к ребеночку. Легких родов, мам. Спасибо большое. Я надеялась, что Антон раздуплится и сходит со мной, но этого не произошло. 4 Мне много кажется, уже, мы 4 уже, разведемся прикинь, после рожать. этого. Я не хочу это терпеть. Я что, терпила? Не знаю, как сказать маме и сестре, Потерпела. что Антон опять бросил меня. Начнут меня отчитывать. Я реально жалею, что не послушала их с самого начала. Привет, привет. Ты опоздал. Я тебе сказала, если через 4 дня не приезжаешь, ты вообще не приезжаешь. Ну, прости, солнце рейс задержался. Я же ничего с этим поделать не могу. Солнышко рейс задержался на 8 лет. Извини, пожалуйста. А что ты раньше билеты не взял, не А погода нелетная была. приехал? Возможности не было У такой. тебя всегда нет возможности. Ну, не ругайся, я работал, зарабатывал. Сейчас хотя бы для нашей малышки можем купить все, что угодно. Прости, я не хотел, правда, на самом деле. Я тебя люблю. Я его простила, но, если честно, не искренне. Просто не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Что-то посветлее, наверное, надо. У нас же девочка все-таки. Ну, смотри, и вот это симпатичное. Ты ценник вообще видела? 100 денег. Сколько? Чего? Итак, я лично брал коляску бэушную. 5 или 7 тысяч. Я не помню сколько, но там меньше десятки. Белая, офигенная коляска. И вообще за копье отдали. Зачем покупать новую коляску? Если вы, берете, у вас там в планах 2-й, 3-й ребенок, возможно. Но БУ коляски отдают просто за копейки. Это акции еще. Чуть сумасшедшие вообще, что ли? Что это за цены? Я вам серьезно говорю, я ничего не вижу такого в том, что вот честно говорю, чтобы я взял коляску, вообще 100% можно в идеальном состоянии взять вообще за ультраадекватные деньги очень хорошую коляску. Самое главное, ребят, не берите с маленькими колесиками. С маленькими колесиками в снег, в дождь, в грязь, во все вот это вот дерьмище, потом будете мучиться. Всегда берите, чтобы у меня у нас такие большие, хорошие колеса были. Вообще всегда снег, не снег, там почищено, не почищено. Попроще было гораздо. Так что вот берите, потому что соседка, не соседка, а получается, как сказать, соседнего подъезда. Соседи, да, там. Взяла с маленькими, какая-то там навороченная французская, и все. И в первую же зиму она ее за копейки там куда-то сбагрила, за полцены, по-моему, в тот же магазин у нее забрали. Она вообще ни разу, по-моему, с ней не выезжала. Она что-то один раз выехала и назад сразу отдала. Да-да-да. Так что вообще не парьтесь на эту тему. Ну и что? Ты смысле, когда ну и что? приехал ко мне, сказал, что у тебя есть деньги. Ну, Вик, я вот не рассчитывал на такие стоимости. А жить мы потом на что будем? Ну, заработаешь. Это вообще не мои проблемы. В Губахе и то дешевле нормально У можно тебя взять. все в Губахе лучше. Ты там на своих тортах вроде работал. Ну, то хотя бы скинемся, проще будет. Не Может, тортах, а скинемся? тортах. Я не буду скидываться, я себе на день рождения откладывала эти деньги. Аниме «Моя жизнь». Тут и корзиночка, Что она сейчас ляпнула? есть пакеты, можно сложить. Я деньги на день рождения откладывала. После магазина вот эту штуку, если поднять, тут даже окошко. Ну, Вик, ценники, меня вот просто напрягают. У тебя все в ценник упирается. Нам надо все-таки что-то взять. Мы же сюда не просто так пришли. Что, эту? Да. Вика сама по себе избалованный ребенок. Она ведет себя как принцесса, она захотела, она получила. И любой ценой она должна это получить. У меня в городе... Я прошу прощения, Антон, а у вас эти есть бубенцы, нет? Вы как это она должна получить? Вы кто? В доме хозяин, я не пойму, кот, что ли? Как это вообще работает? Почему это закладывается я не знаю, и вот откуда это? У меня вообще такого не было никогда. Я пришел, я выбрал, я сказал, что будет вот так. Почему? Потому что то-то, 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 то-то. И у меня как было всю жизнь так. Выбирай вот либо вот это, либо вот это, либо вот это. Вот выбираем вот эту. Хорошо, все, пошли. Как это так? Как можно быть таким этим? Что это за бред? Реально, это просто какой-то трэш. Коляску можно в 2 раза, если не в 3, взять подешевле. Там в Губехе все лучше. Я не знаю просто, что с ним делать. Ему что не скажи, в Губехе лучше. Надоел. После возвращения из Губахи Антон снова вышел на работу в центр продажи мотоцикла. Там хорошо платят, но он упрекает Я меня правда, покупками я даже и ограничивает. я бы, если бы сейчас бы, допустим, брал, я бы, отвечаю бы, коляску взял именно вот с этого, какого-нибудь сайта, то есть просто бэушную. Или там у друзей, у знакомых, то есть просто в хорошем, идеальном, чтобы она в состоянии была и все. Вариантов миллиард. После коляски ничего не могу выбросить. Антон, мы с Есенией хотим малину. Давай малину купим. Подожди, стоп. В смысле Есения? Мы с имя моим еще не другом выбирали. имя выбрали. В смысле Есения. выбрали? Ой, конченая, что ты ляпнула? Ох, сейчас просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или имя? Я не понял, а отец кто? Почему я должна с тобой советоваться? Ты моя дочка, я ее буду рожать.
Она же конченая. Вик, так не делается, как минимум. Вика, так не делается. Вика. Я полбеременности вообще с другой тусила. Сейчас мне какие-то права качаешь. Давай возьмем малину. Ты цену видела? Мы потом что, А ты не смотри. Не так много даже зимой стоит малина. Не надо рассказывать. Маленькая плошечка стоит, там будет копейки стоить на самом деле. Сейчас рублей, наверное, 400 там стоит, если уж прям захотелось. Смотри на цену, зарабатывай больше. Ты вот прям вот... Вообще живем за момент счет. Я у тебя еле коляску выпросила. Нормально вообще, нет? Все, Антон, туалет. Не, вообще, они коляску выбрали, это месячная его зарплата, если что. Иди от меня. В принципе, для ребенка не жалко денег. Но это уже прям слишком. Дружбан ее. Моей дочери выбирает имя, и так 24/7 лезет к Вике. Я спокойно не буду. Нормально. Терпи, Антон! Терпи, братан! Ой, терпильный уголок от Антона. Надо такой канал сделать. На это реагировать. Да, потерпи, родной. Скоро еще он тебе что-нибудь На придет, тортиках и выберет. блоге я скопила денег на празднование своего дня рождения. Решила собрать всех друзей в боулинге и хорошо повеселиться. Всем привет! С днем рождения, моя Спасибо хорошая. большое. И Есенечка тебя. Ой, спасибо. Так, я не понял, что за юмор? Дай сюда. Чего ты Чё надо? включаешь? Ты чё Чего ты припёр? бычку включаешь? Слышишь? Тихо, 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 тихо. Чем ты портишь настроение? Она нервничает уже и рожать скоро. А дочь чья? Его или моя? В первую очередь моя, потому что я ее буду рожать. Но отец это не тот, который производит на свет ребенка. Тот, который воспитывает, тот, который находится все Чего? время рядом. Отец не тот, кто производит... Что? Понятно. Антон, ну куда? Я не знаю, это был просто шарик. Ну и что Саша его принес? Да нет, то, что там шарик подарили, это, господи, это ерунда. Вот с Сашенькой бы отдельно можно было бы пообщаться. Там, да, Есения написано, мы вместе выбрали имя. И так его не было просто в моей жизни. Он Вот. реально не настоял на том, чтобы вместе подумать и выбрать имя? Он реально это затерпел? Поэтому мы сами выбрали. Он себя повел как Зачем бить моего друга? Тем более лучшего. Ну, по факту, на данный момент сейчас мой соперник, будем так это называть. Я человек-собственник, мне это неприятно, мне это не нравится. Потерпи, да, на камеру расскажи, обязательно надо затерпеть. А тут еще он моей дочери имя выбирает. О, смотри, возвращается. Подойди, пожалуйста, на секунду. Что ты хочешь? Пора уже поставить точку. В чем? В наших отношениях? Ты сейчас опять меня бросить хочешь? Совсем наоборот. Стань моей женой. О, смотрите, ничего себе. Да. Извините, кто-нибудь скиньте мне. Она сказала да. Я его люблю, конечно. Но я О! него до сих пор обижаюсь. Я согласилась, чтобы у ребенка был отец. Мама, у меня новости есть. Я сделал Вике предложение. Антоша, ну куда торопитесь? А тест ДНК вы делали? Нет еще. Давайте сначала тест сделайте, а потом уже видно будет. Разберемся, мам, уже по обстоятельствам. Ну, я сделал уже предложение, что уже за ним давать. Антоша, давай никакой свадьбы. Немножко включи голову. Я против. Я не удивлен. Они молодые, нас не слушают. Я считаю, что сын поспешил, ребенок не его. Я уверена. Вика, ну что, вы выбрали платье на свадьбу уже? Да пока нет, что-то непонятно. Вот вроде предложение было, но каких-то таких шагов, которые к Я свадьбе даже- близились, я что-то от Антона не наблюдаю. Понятно, одни слова, никаких действий. Так сама намекни по поводу свадьбы. Это как так? Про ДНК он не забывает. Я не знаю, что сказать. Ничего путного от него не дождешься. Я не понимаю, зачем он тогда делал мне предложение, если он не может никак определиться с этой свадьбой. Хочет ли он вообще свадьбу или нет уже. Может, он вообще, Вообще передумал. жесть какая-то. Я даже комментировать не знаю как. До родов осталось пару недель. На учебе разрешили перейти на онлайн-формат, пока рожу и восстановлюсь. Да и Онлайн. заказы на торты не беру. Не могу проводить по полдня на кухне. К9. Ранил? Ты обалдел меня выигрывать? Кого? Сколько можно? 5-й раз уже. Скажи мне, пожалуйста, ты у меня приложение сделал, а свадьба у нас когда будет? Ну, как ребенок родится, тест ДНК сделаем. Серьезно? Мы с тобой уже живем вместе. Ну, это Что бред ты мне реально. все за ДНК чешешь? Ну, мало ли, доверяй да проверяй. Ну, ты, конечно, Антон. Вообще, я не хочу с тобой жить. Ты меня раздражаешь, реально. Все, Антон. Ты адекватная вообще? Ты серьезно кольцо выкинул в унитаз?
Антоха! Чё нам, ихтиандром? Давай, брат, поехали! Я не хочу с тобой разговаривать из-за тебя замуж. Ныряй, идти. братан! Ты мне, во-первых, не доверяешь. Опа! Во-вторых, ты меня обыгрываешь постоянно. Мог бы хотя бы поддаться. Неадекватно. Надо покултыхать. Маленький ребенок. Адекватно. У меня гормоны, я беременная. И что гормоны? А что, я должен вот эту терпеть? Терпи. Отвали просто. Задолбала уже. Иди маме поплачу. Я выбросила кольцо, потому что вообще он не уважает мои беременные чувства. Я не понимаю, как можно строить семью с человеком, который даже в такой банальной игре не может поддаться. Антон психанул и ушел. Его не было всю ночь. Я не знаю, где он. Утром у меня начались схватки. Писать Антону не хочу. Собирать вещи в роддом пришла мама. Ей я сказала, что Антон на работе. Вика, где салфетки? Какой интервал у тебя уже? Каждые 2 минуты, мам. Все, давай собираемся, сейчас скорую вызываю. Куда ты пошла? У меня суп варится. Какой суп? Ты сейчас рожать уже будешь, давай собирайся. Я пока не доварю, не поеду, мам. Собирайся, сказала. Я почему-то уверена, что мне рожать еще не скоро, поэтому я все-таки была настроена доварить этот гороховый суп. Это вот ее такая упрямая натура. Пока она свое не Чего? сделает до конца, она ничего дальше делать не будет. Это касается родов, это касается Антона, это касается всего. Суп, когда мужик из дома ушел, говорит, надо суп сварить. Готовку все же пришлось бросить. По дороге в скорой схватки усилились, и в больнице меня сразу направили в родовое отделение. Так, в родовое. Ну-ка, солнышко, вот это вот мы не любим, такое вот, вот эти вот всякие, да, ага, да, сейчас, да, покажи мне здесь, да, вот. Все, родила, девочка, родилась, все, рождение прошло успешно, фотокарточка есть, выложена, все. Спать хотя бы часа 2. Мне не слишком в тягость ухаживать за Есенией. Мне это только в радость. Все родились, все, а то там сейчас начнется из Антону о всех щелей. рождении дочки в день нашей выписки сообщил Тихо. Сашка. Удивительно, Сашка. он не начал... Баян! Мне обязательно в новый дом нужен человек с баяном. Обязательно. Не спрашивайте меня зачем, чтобы, знаешь, когда душа она захотела, опа, как раздвинул меха, чтоб, знаешь, прям, ой, и Саша здесь, и человек с баяном здесь, и самое главное, имя-то какое красивое, Есения. Ну, кстати, на самом деле, имя-то, ну, я бы так не назвал, но имя, ну, необычное, наверное, красивое. Не знаю, вот как вам? Если вот, ну, реально, Есения. Как ее звать-то будут? Это Сеня будут, наверное, да, звать все? Как? Ну, никто ее Есения звать не будет. Ну, Сеня будут просто всегда звать. 100%. Снова конфликтовать с моим другом, а сразу же прибежал в роддом. Я безумно рад и счастлив. Это просто не описать эти чувства. Семен. Когда ты смотришь на ребенка и просто не знаешь, что делать. Мы Есению встречаем в хору, все мы ей поем. Самая красивая девочка. Играй гармонь. Опа! Кто не согласен, пофиг, это наше мнение. Наливай! Папа больше не катает на работе вату. Надо Сенькина наряда иксануть зарплату. Я точно не ожидала. Я думала, уехал. будут просто шарики, какие-то поздравления. Не-не-не, баян но это топ. Баянист — это вообще, конечно. Нет, я ждал больше всех, правда. Да, вообще-то я ждала больше. Че, какие планы? Поехали, сейчас доедем до вас, оставим ребенка Наташи, покормим. И потом, может быть, какой-нибудь рейсик? Да, погнали. Это было Чего? счастье такое. Синечка маленькая такая, классная. И должна быть. Я думал, что Антоша будет как-то с характером. Реально покажут, знаешь, не Амигана, а прям, ну, прям реально, знаешь, такого работягу, пацана из глубинки. Вот прям почему-то вот я был уверен. Обязательно счастливая. Блин, нужен баян теперь. Все, я теперь думаю о баяне. Они в ресторан хотят... Мы с Антоном живем вместе. Он записан отцом в свидетельстве о рождении Есени. И глядя на то, как он любит дочку и заботится о ней, я уверена, что все сомнения позади, и никакой ДНК Антону больше не нужен. Антон очень хороший, заботливый папа. Он с самых первых дней Есени учится, как менять ей памперсы, переодевать, купать ее.
Короче, я понял, Антон все делает. Жалко, тетюли не кормит еще. Единственное, что он не делает, это ночью не встает. Мне, конечно, очень сильно обидно, потому что я Не-не, ночью надо тоже вставать, я тоже так думаю. очень сильно хочу выспаться. Но все равно днем он мне помогает, насколько может. Он даже взял отпуск, чтобы побыть со мной. Когда я беру дочь на руки, я вообще забываю про все проблемы. Когда она на меня смотрит, меня просто буквально радуется душа. Я начинаю с каждым разом все больше и больше понимать свою матушку, что она чувствует по отношению ко мне. Кольцо Антон мне не возвращает, и о свадьбе речь не идет. Есении исполнилось 2 месяца, и нас стала звать его мама. Просит показать малышку. Хоть я не в восторге от Губахи, решила не ссориться и поехать погостить. Ты моя сладкая девочка. А, Сенечка? Похоже, Есения и правда может нас помирить. Мама Антона уже не ведет себя со мной враждебно, хотя еще держится холодно. Ну вот бывают же люди, располагают к себе, а она как-то вот... Я говорю, я вот не могу, вот недоверие какое-то или что, я не могу объяснить даже. Мы гостим здесь уже 3 дня. Тетя Наташа не достает меня, помогает с внучкой, ходит гулять с ней. Глаза Я одни. могу спокойно отдохнуть дома, а не Отдохнуть. бродить с коляской по местным подворотням. К бумаге пришли кое-какие. Догадываешься, что это может быть? Показания счетчика. Акт заключения о биологическом отцовстве Антона Александровича в отношении Есении Антоновны. Вероятность отцовства. Угадай сколько? Считай. Вероятность отцовства 0%. Как в Ералаше. Ту-туру-туру-туру-туру-туру. Молодец. Братик, как там коляска за сатен поживает? Вообще просто, ну, я так для себя чисто. Я просто ненароком решил проверить. Молодец. И как это понимать? Что не знаю? Не знаю, что тебе сказать. Кто отец? Тебе какая разница? В смысле, какая разница? Ты на приколе? Это что за юмор? Хочешь, вали. Мне все равно. И кто по итогу отец? Я не хочу имя назвать. У меня на тот момент был парень, с которым я жила. Потом, когда он мне изменил, я взяла, переспала с его другом. Потом появился Антон, к нему познакомились. Я доверила свою судьбу и своего ребенка Антону. Ну, тут просто добрый вечер. Тут вообще она не то чтобы конченая, это просто вообще конченая. Потому что я его люблю. У меня все равно есть проблемы с доверием к девушкам. Просто Антон, у тебя нету проблем. Ты... доверяй да проверяй, как говорится, да? Да не, ладно бы девка нормальная была, и как бы, ну ладно, ну типа, ну не отнять тебя ребенок, ну ладно, ну не знаю, ну тут такое, короче. Ну вот если любишь человека, ну вот она, ну если бы она, да, сказала, призналась, там, заплакала, там, сказала, слушай, вот так вот. Ну она хотя бы, да, там какая-то хозяйственная была, там, что-то какая-то. А то она ему сколько раз уже сказала, не нравится, все, вали, все, давай. Ну давай. Посмотреть на ее реакцию. От реакции я тоже удивился. Ты просто забей. Я просто в шоке от вас. Хардплей, добро пожаловать в реалии 21 века, брат, ты абсолютно прав. Да я от вас тоже. Семью, нафига ты вообще заводил семью, если ты все решения принимаешь один или с мамой? Имей совесть. А ты с моим мнением вообще не считаешься или что? Вик, а с моим мнением кто-то считается вообще? Вика, говорить-то все хорошо говорят, а на деле получается все по-другому. А как он хотел? Он хотел, Как хотел? чтобы у него была семья, ребенок. Вика, вот ты думаешь, какое отношение потом к тебе будет? Конечно, на него злая, и я надеюсь, что это просто ему все вернется, что конченая. ему так же было как мне. Жесть, я много выпусков «Мама в 16», «Беременный» еще в 16 посмотрел. Такой кончалыги я давно не видел. Это прям, прям вот... Мне кажется, комментарии под этим роликом просто пуканы взорвутся очень знатно. Еще раз, ребят, это напоминаю, то, что это все, скорее всего, актеры, там, да, у них сценарий, но браво сценаристам тогда, но это просто надо прям уметь. Сейчас. Честно говоря, я до сих пор в себя прийти не могу. Я не понимаю, как так можно. Я не Это хотела что-то прям- делать ДНК-тест, потому что точно не была уверена, кто отец. Не ожидала, что Антон сдаст анализы тайно. Но если ему важнее эта бумажка, а не Офигеть. ребенок, то я забираю Есению и улетаю домой. Не хочет, пусть остается один со своей мамашей. Если я уезжаю, я ему с ребенком видеться не там. Никто спрашивать не будет, кстати.
Мы с Есенией живем Если вдвоем. чё. Родители по-прежнему помогают мне. Ставлю вот все, что есть на этом столе, даже пустую баночку, на то, что он сейчас затерпит и приедет. Просто вот Снимать чекай. квартиру. Сестра делится материнским опытом. Есения уже становится звездой соцсетей. Дела с блогом идут прекрасно. Когда она подрастет, я вернусь к занятиям кондитеркой. А Антон все это время не звонит. Вика достаточно хитрая, грустно и обидно. За ее поступки, за характер ее гнилой. Я на протяжении всей жизни дочери был с ней, я ее воспитывал и буду воспитывать. Кто бы ни был ее отцом, отец в любом случае я. Ты считаешь, что это правильно? Мама, успокойся, не плачь. Мам. Не звони мне больше. Ма, ты чё? Все, Антон. Каждый раз Мам, все. я в таком шоке. Пожалуйста, успокаивайся, ты чё? Я спокойна. Я вижу, ма. Ну все сказал Антон. Теперь живите как хотите. Мой, не мой, неважно уже, не суть. Я привык к этому ребенку, я ее люблю уже. Не мой, ну и ладно. Суть не в том, что он привык или нет к ребенку, просто суть в том, как она себя ведет. Ну, это просто, это... Но зато воспитаю я. Отец же не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Я его очень сильно люблю. Я буду надеяться, что он одумается. Антон вернулся к нам с дочерью в Люберцы, чтобы попробовать сохранить семью. Я рада, что он дал мне шанс начать все заново. Я угадал. С вас по лайку. Кто не верил? Ну и кто верил? Это же просто, это... Ты моя. Никому тебя не отдам. Моя, только моя. Мы снова живем вместе. Антон зарабатывает продажей мотоциклов, как и раньше, вернул мне кольцо, и мы сыграли свадьбу. Его мама не приехала и не позвонила. Какие пальцы крошечные, маленькие. Хватка мертвая. Да. Где? Либо в UFC будет, либо в хоккее. Угу. Да здорово ты придумал. Смотри, как развалилась. Блатная. Да. Какой Доча. сиротечка. Есения растет в полной семье, как я и мечтала. Ее детство будет по-настоящему счастливым. Я даже не знаю, что не как сказать-то. у меня. Я продолжаю учиться и активно веду блог. Девочкам, которые попали в такую же ситуацию, как у меня, я хочу пожелать продолжать учиться, также строить свою карьеру, работать и не забивать на себя. Я, короче, не знаю, что сказать. Я всегда что-то умное в конце говорю. Здесь у меня просто ступор. У меня прям... И все как бы. Я просто перейду к комментариям, потому что комментарии к этим роликам, это как, я не знаю, это как произведение искусства, когда ролик выйдет на ютубе. Обнял всех.